прощения, поскольку мы с вами говорим, собственно говоря, про интернет и, как видно из программы, про интернет-продвижение, то мне, видимо, придется в основном сидеть за компьютером, потому что у нас нет презентации, мы будем прямо в режиме реального времени проверять какие-то вещи, смотреть, анализировать то, что нужно, и посмотрим, с помощью каких конкретно инструментов, сервисов мы с вами можем в интернет-среде добиваться своих задач. А задачи у нас, собственно говоря, простые не с точки зрения реализации, они сложные, простые с точки зрения такой постановки, да, стратегической. Нам нужно, чтобы наши продукты библиографические, наши сайты библиотек, наши ресурсы посещало как можно больше посетителей, да, как можно больше людей. Нам нужно, чтобы нас находили. И нам нужно, чтобы нашедшие нас на наших сайтах совершали нужные нам действия. Иногда это действие, например, открыть полный текст информационного ресурса, его прочитать, если он у нас представлен. Иногда это действие, например, зарегистрироваться на какое-то мероприятие. Иногда это действие просто оставить следы в статистике сайта, следы своего интереса, что нам даст возможность изучить лучше нашего потребителя, нашего клиента, если говорить такой, не совсем библиотечно привычный, но сейчас принятой уже терминологии, для того, чтобы стать лучше. Да, что нужно понимать? Что, с одной стороны, те пользователи, те посетители, которые к нам придут через интернет, это совершенно специальные люди, совершенно специальная аудитория, которая привыкла видеть какие-то ресурсы, к чему-то уже привыкла, да, и поэтому мы должны быть к ним открыты, что ли, да, вот они хотят увидеть. Давайте будем похожи на то, что они привыкли видеть. С другой стороны, нужно понимать, что это люди совершенно обычные, с которыми мы в процессе библиотечной работы, библиотечно-библиографической деятельности сталкиваемся постоянно, как это принято говорить, в офлайне. И на самом деле они не сильно отличаются, безусловно, от интернет-людей. Это те же самые люди. О чем мы поговорим с вами сегодня в течение дня? Мы попытаемся по блокам рассмотреть основные источники трафика. Что это такое? Трафик — это поток посещений, посещаемости. И мы с вами просто рассмотрим, откуда в интернет-среде на наши ресурсы могут приходить посетители. Это первое. Посмотрим практически, как и с помощью чего сделать так, чтобы их было как можно больше. И постараемся на практике, собственно говоря, посмотреть некоторые сервисы, которые позволяют нам уже на практике достигать нужного результата. Да. Принято считать, да, прошу прощения, это была такая вводная часть. Коллеги, нас, к счастью, здесь довольно много, поэтому, наверное, не знаю, как лучше поступить. Давайте так, если у нас возникают какие-то вопросы, по ходу обсуждения, по ходу показа, то, наверное, вполне уместно задавать их прямо, как принято говорить, в режиме реального времени, да, и, скорректировать что-то непонятно, да, чтобы это было в единой конве. Соответственно, если какие-то вопросы, требующие большого, да, развернутого ответа, можно задать в перерывах после наших занятий, в конце концов. Да. Соответственно, вы, пожалуйста, не стесняйтесь, чтобы мы
максимальная отдача, максимально эффективно мы с вами встретились. Вопросы, недоумения вы задавайте. Опять же, по опыту общения с аудиторией, не только библиотечный, кстати говоря, у всех разный опыт, у всех разное вовлечение в вопросы интернет-продвижения ресурсов. Поэтому для кого-то то, о чем мы будем говорить, покажется очевидным, а для кого-то может быть совсем новым. Я, собственно, так сказать, призываю взаимоснисходительно, да, вот к этому подойти. У нас на самом деле всего вот один день. Да. Если какие-то вопросы, повторяю, вы не стесняйтесь, я вот специально здесь для этого посажен. Да. Вот. На этом процедурная часть нашей встречи закончена. Вот. Если по этой части какие-то вопросы, готов ответить. Прекрасно. Значит, начинаем с чего? Да. Дело в том, что за все время, которое мы застали с интернет-средой, источником посещений в разное время, в разной степени являлись разные ресурсы, то есть разные пути доставки трафика. Один из первых, значимых сейчас исторически, это поисковые системы. То есть идея в чем? Да, это я не говорю, что смотрите, есть Яндекс совсем, вау, да неужели, под запись. То есть для нас вот объективно в наших условиях сейчас важны, возможно, ситуация изменится. Две поисковые машины, Яндекс и, соответственно, Google. Да. И о чем мы говорим? У нас есть поисковая строка. У нас есть поисковая строка. Чего мы хотим добиться? Да, вот он подставил. Вот у нас есть запрос. Например, сейчас я немножко тут попутаюсь, с вашего позволения, с клавишами, да, для меня непривычными. Но я думаю, что ничего страшного в этом не будет. Вот, смотрите, у нас есть запрос. У нас, соответственно, есть поисковая выдача. Национальная библиотека Республики. Собственно говоря, первые в результатах поиска находим библиотеку. Но вот этот запрос мы видим, да, мы первые в результатах поиска. Значит, этот запрос, он на самом деле называется, по-разному это называют, он называется адресным. То есть пользователь хочет найти конкретную организацию, нашел ее название, кликнул, нашел, собственно, библиотеку. Кликнул, перешел. Если мы с вами введем запрос, например, выставки в Сыктывкаре, ситуация, смотрите, будет немножко другой. Да? Мы с вами находим какие-то сайты, Культура.ру, страницу ВКонтакте, Экспотрейд. Да? Вот. Если мы с вами, не совсем библиотечный запрос, введем, например, какой-нибудь товар или услугу, что более приближено к просто практике, мы с вами, кроме результатов поиска, просто что нашлось поисковиком, мы с вами увидим еще так называемую контекстную поисковую рекламу. Это значит, что рекламодатель купил у Яндекса показы. Давайте мы с вами, например, вколотим запрос. Да. Чайник. Вот, обратите внимание, да, мы с вами видим, что кто-то решил не
дел на самотек и не надеяться, что он найдется сам, как, например, магазин Эльдорадо, все секреты или 220 вольт сыктывкара. А вот Озон купил рекламу на первом месте, вот она маркирована реклама. Да. Значит, смотрите, давайте конкретизируем задачи. Собственно, ну вот я сейчас показал очевидные вещи для, безусловно, большинства. Да, уж Яндекс-то все, да. В Гугле та же самая ситуация. Запрос, результаты поиска, ответы. Значит, смотрите, перед нами стоит задача добиться того, чтобы по запросу мы с вами находились как можно выше к началу первой страницы результатов поиска. Поскольку в поисковиках традиционно сложилось так, что результаты поиска, они размещаются по 10 на страничку, видите, первая страничка результатов, вторая страничка результатов, да, то на сленге, который стал почти научной терминологией, если ты на первой странице результатов поиска, это называется «ты в топ-10». Если, например, на первых 5 страницах, то ты в топ-50 результатов поиска. А если ты не на первых 5 страницах, то считай, тебя и нет. Нет, то есть теоретически интересно на каком ты месте, но считается, что человек там не докликает. Да. Если он не сильно мотивирован, мы хотим находиться. Вот эта задача разбивается на 2 подзадачи. Первое – это что конкретно нам нужно сделать со своим интернет-ресурсом, чтобы быть на первом месте. Не на уровне призывов и общих рекомендаций, а конкретные, желательно числовые параметры. То есть, чтобы посчитать. Второй вопрос, он на самом деле на первый взгляд, подзадача вторая, она немножко странно сформулирована. А по каким запросам нам нужно вообще находиться? Поясню. Дело в том, что ряд запросов, безусловно, мы должны находиться, ну вот, например, библиотека, в которой мы собрались. Да, название, ну, собственно, она находится и там. А вот по каким еще запросам? Потому что нам может показаться, что этот запрос интересный, но на практике он, например, не приведет к росту посетителей. Хотя мы будем на первом месте. Почему? Потому что его мало запрашивают. Например, 5 запросов за месяц в Яндексе, в Республике Коми вообще. О чем мы говорим? Максимально теоретическая верхняя граница посещений сайта по этому запросу, вот те самые 5 посещений. Нужно ли за них бороться? Иногда да, когда для нас это вопрос принципиальный, иногда нет. И поэтому мы с вами с одной стороны сейчас поговорим и посмотрим, что нужно для сайта, для интернет-ресурса, для того, чтобы мы находились по нужным запросам. Первое. Да. А второе, мы поговорим о том, как проанализировать запросы потенциальной аудитории. Потому что в процессе анализа мы можем, наверное, с удивлением понять, что нам вообще интересны те запросы, о которых мы изначально не планировали и не предполагали. Да. Вот это вот первый круг вопросов мы с вами вот сейчас, да, и, видимо, на следующей встрече мы рассмотрим. И у нас еще 2 таких больших глобальных темы, 2 вопроса, и тоже мы будем рассматривать на таком инструментальном уровне, с помощью чего это можно сделать, вот, решить наши задачи. Соответственно, мы посмотрим, как использовать, например, краеведы, систему контекстной рекламы. Заметьте, мы не говорим о том, что мы должны покупать показы, да, вкладывать деньги в рекламу. Что, хотя иногда может стоять задача и таким образом, да, почему бы нет. Но это вопрос
Организационно-финансовый немножко отдельно. Как реализовывать рекламные кампании, как они рассчитываются, как рассчитывается бюджет, иногда очень низкий, и как его оптимизировать. И поговорим мы, ну, собственно, как в программе написано, то есть это так называемый рекламный трафик. И поговорим мы о трафике из социальных сетей, так называемый социальный трафик. Да. Значит, что можно делать там, с помощью каких конкретных инструментов и, соответственно, там, с нулевыми бюджетами. То есть мы с вами говорим о том, что можем сделать в процессе реальной практической работы, библиографии, например, да, не привлекая никакого дополнительного финансирования, вот это важно. То есть что можем делать? Мониторить, размещать, оптимизировать, если мы все равно эту работу делаем. Вот, собственно, наши перспективы. Понятно, да? Отлично. Значит, начинаем, собственно, как и договаривались с поискового трафика. Значит, что мы имеем? На примере Яндекса. Да, вот сейчас. Значит, что нужно понимать? Да, что Яндекс, как и другой поисковик, например, тот же Google, да, он по каждому запросу выстраивает найденные сайты в каком-то порядке. Называется это вот на птичьем языке ранжирование. Ранжирование в результатах поиска. Спрашивается в задачнике, на основании каких признаков поисковик какой-то сайт по запросу поднимает на первое место, какой-то на другое, там, на пятое, на сотое, на десятое. Здесь собрались библиотекари и библиографы, и, собственно, я сама библиотекарь и библиограф, поэтому ответ нам должен быть близок и понятен по релевантности. Если бы мы с вами, коллеги, были студентами и, например, отвечали на зачете вот на этот вопрос, мы бы, собственно, получили уже зачет. То есть, как Яндекс и Google ранжируют результаты поиска по релевантности. Садись 5. Проблема в том, что нам нужно сделать ресурс релевантный с точки зрения Яндекса или с точки зрения Google. Конкретизируем задачу. Мы с вами предположим, да, сделали библиографическое издание, библиографический указатель и разместили его на сайте. Мы, в принципе, понимаем, как сделать его качественным для внутреннего, то есть, когда человек его взял и начал с ним работать. Человек-читатель или коллега-библиограф. Немножко усложним задачу, как этот текст лучше всего разместить на сайте и, может быть, внести какие-то коррективы не в наполнение, а в форму подачи, чтобы по нужным нам запросам вот это, которое мы и так сделали, и так размещаем пособие, соответственно, было посчитано поисковиком релевантно. То есть призываю в этой ситуации рассматривать поисковую систему, через которую к нам придет клиент, как такого очень специального читателя, у которого есть особенные вкусы, особенные взгляды, и он для нас важен. Почему? Потому что если мы предоставим ему информацию так, как ему нужно, он к нам приведет, как посредник, много читателей уже обычных людей. То есть понятная мотивировка, да. Мы просто стараемся быть понятной поисковой системе. Соответственно, нам надо выяснить, как поисковик любой на данный момент рассчитывает вот эту самую релевантность. Мы-то с вами на практике знаем, да, что вот релевантность, ее можно в процентах, например, выразить. И что такое релевантность? Это степень соответствия ответа запросу, то есть уместность ответа, стопроцентная релевантность. С ней сталкивается каждый библиограф, когда выполняет справку, например, да.
Это когда читатель говорит, вот именно это я и искал, здорово. Все, релевантность 100%. То есть во многом это качественная характеристика и индивидуальная. И точно так же поисковик, хотя он, конечно, не человек, он рассчитывает релевантность по сложной формуле. Соответственно, давайте попытаемся эту формулу восстановить. Мы ее не будем рисовать нигде, да, она такая вот умозрительная. Это набор признаков, которые можно, в принципе, посчитать и проанализировать. Приступаем. Да. Смотрите. Первое. Что нам нужно учитывать? Это вот основа. Она очевидна, но тем не менее. Когда мы с вами ищем что-то в поисковой системе, особенно в Яндексе, вот у нас здесь есть прекрасная такая штучка. Вот. Да, мы по ней кликнули. И здесь есть возможность указать регион, из которого мы с вами осуществляем поиск. Поиск Яндекса очень серьезный, регионозависимый. Это значит, что по запросу чайник или по запросу библиотека, или, например, по запросу подготовить список литературы к реферату, в Санкт-Петербурге найдутся одни сайты, в Сыктывкаре другие. При этом, на самом деле, в каких-то регионах вот эта регионозависимость, она очень узкая. Например, в Санкт-Петербурге найдутся одни сайты, а во Всеволожске, это, райцентр в Питере, да, до которого ехать ровно 20 минут на поезде. То есть некоторые районы Петербурга, они реально дальше, чем город Всеволожск. Так вот, во Всеволожске найдутся немножко не те сайты, которые найдутся в Питере. Так. Я это к чему? Я к тому, что вопрос, на каком месте ваш сайт, мой сайт, ваш ресурс в результатах поиска, без уточнения двух вещей, по какому конкретно запросу и в каком конкретно регионе, вот эта постановка вопроса, она бессмысленна. Да. То есть по какому запросу, в каком регионе. Для нас это важно. Почему? Потому что Яндекс, например, да, нам нужно учитывать, как он определяет регион. Если, например, у нас ресурс, национальная библиотека, расположен физически в Сыктывкаре, в Республике Коми, логично ожидать, что Яндекс будет привязан то, что он найдет, к этому региону. Понятно логика, да? Как быть, коллеги, когда у нас, например, практика краеведческой библиографии, не то что требует, но делает очень желательным, чтобы нас, например, находили по нужным нам запросам в Твери. Зачем нам это может понадобиться? Предположим, у нас есть какие-то связи между Тверью и Сыктывкаром. Такие ситуации бывают очень часто. Вот на практике, с чем я сталкивался, это, конечно, Великая Отечественная война, там, герои, участники войны, эвакуация предприятий отсюда куда-то, и вот эти вот связи, когда краеведы работают и в своей работе дополняют друг друга, естественно, вызывает желание, чтобы, например, наше издание, размещенное на интернет-сайте, наш раздел сайта находился в Твери, и как этого добиться? Понятная проблема, да? Потому что, скорее всего, по нужным нам запросам по умолчанию мы будем находиться именно для тех пользователей, мы говорим о тех, кто ищет Яндекс, да? Для тех, которые будут физически находиться вот здесь. Понятно? Вот. На практике бывает иногда очень смешно, потому что мы-то с вами физически тоже сидим, в Сыктывкаре вот сейчас, и проверяя запрос, мы видим, что задачу мы выполнили, то есть мы на первом месте. Как только мы вот здесь переключим регион, просто вручную напишем, скажем, Яндексу, а вот теперь я хочу посмотреть ковер-самолет из Москвы.
из Петрозаводска, результаты сильно изменятся. И окажется, что в какой-то части, может быть, работу мы не будем. Вот это довольно очевидные вещи для тех, кто на практике сталкивается, однако вот просто обычный пользователь, есть поисковик, вколотил запрос, нашлось, все. Казалось бы, нюанс, но он важен. С этим разобрались. Об этом поговорим. Как добиться того, чтобы наш сайт, имеющий региональную привязку в одном месте, находился в других регионах. То есть оставили себе такую галочку. Теперь, смотрите, нам надо добиться того, чтобы в нужном нам регионе наш сайт находился. Надо быть релевантным. Возвращаемся, да. Как поисковик подсчитывает релевантность? Точной формулы мы, конечно, не напишем, однако набор параметров у нас есть. И мы сейчас их перечислим. Принято вот эти параметры, как бы характеристики сайта. Вот как оценить сайт? Или, например, тот ресурс библиографический, который вы разместили на сайте в электронной форме. Как оценить? С точки зрения качества, удобства. Мы библиографы, да, мы понимаем, да. А можно его оценивать с точки зрения поисковости, то есть поискового потенциала. Значит, тут свои признаки, и эти признаки принято объединять в три группы. Каждый из этих признаков можно посчитать. И если, часто общаясь с коллегами, у нас там в Российской национальной библиотеке, с коллегами в других библиотеках, да, мы, например, понимаем, что качество работы, вот качество, да, содержательная работа, то есть мы его видим, его видят читатели, но вот посчитать его в каких-то единицах, довольно сложно, да, то есть это вот некая все-таки качественная, да, характеристика. В нашем случае большинство характеристик можно посчитать. И мы с вами не только сейчас увидим, какие, мы еще поймем, как именно считать. Не используя калькулятор, но тем не менее количественно, в штуках. Значит, что важно? Смотрите, три группы признаков. Первая группа признаков, с ними исторически начинались поисковые системы, это условно они называются внутренние параметры интернет-ресурса. Это вот то, какой сайт внутри. Вторая группа признаков – это внешние. Соответственно, это информационное окружение, информационная среда вокруг сайта. И третья группа признаков – это поведенческие факторы, как пользователи ведут себя на нашем сайте. Что важно? Вот здесь нужно понимать буквально. Поисковая система действительно считает, то есть действительно считает внутренние параметры, действительно считает внешние, действительно считает поведенческие параметры, то есть, самые простые. Сколько человек пробовал на сайте, сколько страниц открыто. Мы как бы вроде на наш сайт напрямую, да, вот мы его сделали с нашей точки зрения хорошим, а поисковик снимает еще эту информацию. И вот все эти параметры в сумме, они дают поисковой системе основание находить нас по какому-то запросу либо на первом месте, либо на 101-м, либо вовсе не. То есть это действительно подсчет, то есть это не какие-то призывы, а это вот строгая математика. Да? Исторические поисковики начинали вот с чего? С того, что они учитывали только внутренние параметры, внутренние характеристики сайта. И в первую очередь это, конечно, контент, то есть внутреннее наполнение. Да? И в первую очередь текстовое. То есть, грубо говоря, предельно упрощая, если мы хотим находиться по запросу библиографическое издание
или, например, прошу прощения за примеры из другой области, межкомнатная дверь, то вот эти слова должны на сайте и на конкретной странице, которую мы хотим, чтобы вы находили, встречаться часто. То есть и как минимум должны быть. Большинство сайтов библиотек находятся в результатах поиска в большой степени случайным образом. То есть какие-то слова-то там есть, вот какие чаще встречаются, какие мы захотели там выделить каким-то образом, да, вот стихийно они находятся. Большинство библиотек, безусловно, находятся по своему названию. Просто потому что это название там довольно часто написано. То есть такой неконтролируемый процесс. У меня вот есть хорошие знакомые, которые открыли маленький бизнес и стали делать межкомнатные двери, а они люди они инженеры. Они сделали сайт, сами сделали, долго делали, описывали вот эти двери межкомнатные. И очень недоумевали, почему их сайт не находится вообще ни на каком месте по этому запросу в регионе Санкт-Петербурга. И попросили меня посмотреть. Смотрел я недолго. Оказалось, что словосочетание межкомнатные двери, не было на сайте написано ни разу. Вы меня спросите, а как они умудрились? А они инженеры. Они писали, наша продукция производится по ГОСТу. Вот, можете писать фотографии нашей продукции. Там двери недорогие, да, то есть качество хорошее, заказать можно. Они говорят, нет, ты не прав, у нас в шапке сайта написано межкомнатная дверь. Не написано, нарисовано. То есть это клинический случай, на самом деле, да, такое в жизни бывает крайне редко, но вот это первое, да, основа. Дальше интересно, ну хорошо, ладно, предположим, нам надо написать эти слова. А где, сколько, как понять, что достаточно? Другой момент, как провести аудит уже имеющегося контента? Это красивые слова по факту, а как проверить? Вот у меня есть библиографическое издание, а по каким запросам оно вообще будет находиться? Не по каким бы я хотел, а вот мы разместили, а оно будет, а по каким, скорее всего. То есть нам надо иметь конкретный инструмент, который позволит это проверить. Так. И понимать, какие параметры проверять. Здесь очень просто. Значит, контент, в первую очередь, это вот слова. А дальше, смотрите, есть несколько параметров, которые тоже вполне понятны, ну, для любого человека, который работает там, с печатным словом или рукописным. Смотрите, чистота и плотность. То есть начиналось вот это первые параметры во внутренних характеристиках, которые учитываются при ранжировании сайта. Чистота ключевых слов и плотность ключевых слов. То есть должно встречаться часто, должно встречаться рядом друг с другом. То есть в самом общем случае, в самом общем, если вы хотите, чтобы ваш ресурс находился по запросу, например, культурные мероприятия Сыктывкара, я пока не обсуждаю, нужно ли, насколько он популярный, но мы вот поняли, что хотим. Да? Условно говоря, вот на школярском уровне, нам с вами не нужно писать, вот на этой странице вы можете посмотреть перечень выставок, мероприятий, то есть должно быть вот это словосочетание. Нам не нужно писать, на этой странице вы можете ознакомиться со списком культурных мероприятий Сыктывкара. Точка. Мы их подобрали для вас. То есть местоимение их. Понятно логика, да? Часто, плотно. То есть рядом друг с другом. Но тут есть два момента. Первый технический. А как понять, сколько надо? То есть вообще это не очень традиционный подход для гуманитария. Мы же пишем текст как? Как душа поет. Согласны, да? А есть такая скучная работа копирайтера.
Это вот эти скучные люди, которые пишут тексты для сайта. Он пишет сайт как калькулятор, он его рассчитывает. Да? Нам с вами надо совместить, для этого надо иметь инструменты. Смотрите, вот для первых двух параметров есть очень приятная программка. Это такой... Вот, смотрите, есть такая программка, сайт Content Analyzer. Сейчас мы ее откроем. Не сталкивались, коллеги, нет? Значит, смотрите, вот такая вот программка. У нее есть, то есть это просто программа, которая ставится на компьютер. Я вот специально не стал ее ставить, она простая, вот, я не знаю, как штырь в каталоге. Вот. И примерно такая же надежная. Да? Значит, она там весит целых 3 мегабайта, можно скачать, установить, у нее есть реальный период, и у нее есть цена. А в реальный период ей можно пользоваться, она будет просто, не будет просто сохранять, не будет возможности выгружать в Excel то, что мы с вами проанализируем. Так видно, коллеги? Сейчас я скриншотов несколько покажу, будет все понятно. В принципе, она вот стоит 990 рублей. То есть один раз покупаешь, все. Значит, смотрите, что она умеет делать? Это вот такой, то есть совершенно безотказная штука вот, наших вопросов в части подсчета частоты и плотности ключевых слов. Я пооткрываю скриншот, с вашего позволения. Так, коллеги, отсюда меня слышно? Я, просто... Значит, смотрите, вот программуха. Они даже в скриншотах, разработчики, выложили, видите, версию триальную, да, то есть купили. А проверять можно, то есть визуально смотреть. Совершенно нормально, в триал-версии. Значит, смотрите, что происходит. На первый, она, меню англоязычное, ничего сложного тут нет. Идея в чем? Мы вот здесь вот указываем программке либо на текст на нашем компьютере, либо на сайт любой в интернете. Адрес вводим, или выбираем файл. Вот здесь, вот он, видите, вот здесь он нашел несколько, на компьютере, на диске E, несколько файлов. Это вот просто локальный сайт. Да. Соответственно, здесь вкладочки. Смотрите, здесь программка просто посчитала количество слов, процент слов на вот этой странице, да, применительно к сайту, сколько слов в заголовке, сколько слов, чуть позже поговорим об этом, на странице выделено стилями или жирным шрифтом и заключены в гиперссылку. Соответственно, вот все слова. То есть идея в чем? Вот самое простое, да, первоначальное. Мы с вами берем страницу, загружаем в эту программу, и на первом этапе это не все. Мы просто с вами смотрим, а каковы шансы, по каким запросам поисковик эту страницу может найти. Понятно логика, да? Как правило, конечно, очень странные вещи мы смотрим, когда анализируем текст, который написали, не исходя из задач поисковой оптимизации. Иногда это слово «чтобы». Поисковик по этому слову, конечно, там нас не найдет, есть у него понятие «стоп-слова», но результаты бывают совершенно потрясающие. Например, вот к нам приехали коллеги, мы консультировали, да, и они сказали, вот есть сайт, у нас есть вот там на сайте выложено некое пособие, да, библиографическое, мы не понимаем, значит, вот почему оно не находится так, как мы хотим. Мы просто посмотрели статистику, собственно, они сами посмотрели, это вообще не сложно, да, и оказалось, что у них вот введение, да, то есть информационная часть пособия, она посвящена не тому, про что пособие, а тому,
тому, как хороша библиотека, которая это пособие сделала. Поэтому по названию библиотеки раздел находится в поиске. А вот по тематике нет, как получилось. Да. То есть берем считать. Возникает следующий вопрос. Коллеги, возникает следующий вопрос. Ну хорошо, ладно, мы, например, посчитали слова, а как быть со словосочетанием? Вторая вкладочка, вот эта, она позволяет посчитать словосочетание. Вот, видите. Я, собственно говоря, специально не стал делать какие-то примеры конкретные, да? Почему вот в этом случае? Потому что на самом деле все вот здесь, да, довольно очевидно. Вот это чистота ключевых слов, вот это ключевых фраз. Но проблема заключается в том, что поисковик, например, какие-то ключевые фразы, особенно там узкоспециальные, тематические, может разрезать. И если мы использовали сложное словосочетание, например, существительное, несколько прилагательных, снова существительное, просто так написали текст, в поиске может разрезаться. Вот здесь мы с вами видим, как, скорее всего, поисковику будут подсчитаны словосочетания, какова их длина. Обратите внимание, да, то есть средняя длина словосочетания, сколько знаков, да, как часто встречается. Как? То есть второй инструмент. Третий инструмент – это у нас облако, да, вот. То есть мы чисто визуально смотрим. Точно так же, вот мы выбрали какую-то страничку, мы можем посмотреть цифрами частоту слов. А можем посмотреть вот так вот визуально. И первое, да, вот с чего начинается аудит поисковый сайта, не единственное, но первое, это мы с вами берем, предположим, эту программу, смотрим на сайт, смотрим на его страницы, и понятно, чем жирнее и больше текст, тем больше с точки зрения поисковика про это наш текст. Значит, скорее всего, при прочих равных, именно про это он и будет находиться. То есть один из моих мотивов, когда я именно скриншот из сайта показываю, каждый из вас на практике может спокойно поставить эту программу, она месяц будет работать, посмотреть свои ресурсы и понять, а как они видятся со стороны не человека, а поисковику. Да, мы можем сказать, мы знаем, что мы хотели написать. Мы уверены, что те, кто придет на сайт, нас поймут. Согласен, так оно обычно и бывает. Но для того, чтобы они пришли на сайт, чтобы нас понять, нам надо, соответственно, оптимизироваться в фотопоисковик. Понятно, да? Теперь смотрим дальше. Вот видите, тут уже открывать не нужно. Вот всю эту красоту, все эти вкладочки, их можно выгрузить в обычную электронную таблицу. Зачем? Зачем это надо? А вот здесь очень интересно, потому что, смотрите, вот по какому-то запросу, да хоть бы и чай, да хоть бы культурные мероприятия, у нас с вами в поиске есть конкуренты. Вот обратите внимание, очень важный момент, он такого, я бы сказал, культурологического, что ли, характера. У библиотеки в офлайне конкуренты, наверное, есть. В офлайне, в смысле, в реальной жизни, за окном. Но, например, сайт Кассир.ру, который продает билеты там, в кино, на мероприятия, на выставки, в реальной жизни библиотеки вообще не конкуренты. Согласен, да? А где-то даже и партнер может продавать билеты на наши мероприятия. Ну или распространять их бесплатно. Не суть, да? А
что в результатах поиска он наш конкурент. Почему? Потому что по запросу культурные мероприятия, например, в Санкт-Петербурге, он злокозненно занимает наше место в результатах поиска. Понятно постановка, да? Мы должны, то есть мы хотим это. Почему не мы на первом месте? Почему не наш сайт? Да. Это немножко усложняет нам жизнь. Почему? Потому что вот те, кто в реальности не являются партнерами, не являются конкурентами, а являются конкурентами в поисковой выдаче, они очень часто вкладывают значительные ресурсы в каких-то сегментах, да, в продвижение. Соответственно, нам здесь надо быть большими экспертами, чтобы брать не бюджетами, а, соответственно, проработкой. И я должен сказать, что с моей вот точки зрения, мое глубочайшее убеждение заключается в том, что если, как сказать, понять и принять правила игры вот этой в области продвижения, с библиографом вообще мало кто сравнится. Потому что здесь мы работаем контентом, и надо им просто поработать чуть-чуть по другим правилам. Так вот, смотрите, это я к чему? Коллеги, что библиограф со стажем, профессионалу может противопоставить копирайтеру, не знаю, школьник, студент начальных курсов, который подрабатывает написанием текстов для сайта. Вы же понимаете, что то есть вообще несерьезно, да, надо просто это делать. В смысле, оптимизировать. Так вот, возникает вопрос. Хорошо, вот мы посчитали, мы поняли, что у нас в тексте происходит, а нам до каких параметров надо дотягивать? Да? То есть вот сколько, вот частота и плотность, как часто должно встречаться слово, насколько рядом они должны друг с другом стоять. Следующий вопрос, как посчитать, поняли, с помощью чего. А вот здесь на самом деле тоже все довольно прозрачно. Мы с вами берем запрос в регионе, который нам интересен. Коллеги, предлагайте. Я готов. По какому запросу вы хотите, чтобы нас находили? Не по какому. Ну что, мероприятие? Куда пойти учиться? Куда пойти учиться? Куда пойти учиться? Значит, смотрите, мы с вами все еще в Сыктывкаре. С точки зрения яда, то есть мы физически там, он нам показывает выдачу по Сыктывкару. У нас, смотрите, есть реклама. Реклама. А дальше пошла вот органическая выдача. То есть на сленге это называется то вот органическое, то, что естественным образом нашел поисковик и на сайте. Вот смотрите, мы с вами здесь. На самом деле, насколько я могу судить, не видим библиотеку. Да, вот. Хотя страничка такая есть. Вот, хотя там страничка есть. Вот, обратите внимание, запрос интересный, видимо, мы позже поймем, как посчитать насколько, но судя по тому, что кто-то купил рекламу, он готов платить за клик, за переход, за каждый какую-то сумму. Смотрите, нас нет. Что вот в рамках того, что мы только что обсудили, надо сделать? Коллеги, предлагайте. Да. Это практический опыт. Куда пойти учиться? В месяц в республике около 300 запросов. Ага. Такой же запрос Яндекс предложит, замену запроса. Куда пойти после 9 класса, еще типа такого 1000 запросов в месяц.
То есть, в принципе, надо страничку построить по те запросы, которые чаще используются Яндексом. Ну, на самом деле, это да, один из подходов. Да. Другой подход, ну, если пользователи так хотят, давайте сделаем 2 страницы. Сплюсуются посещаемость, да? Вот. А идея-то в чем? Смотрите, вот частота и плотность. Мы знаем, какой программкой посчитать. Значит, дальше действуем просто. Мы берем все сайты, которые по этому запросу в регионе, вот он нам интересен, находятся. Засовываем в программу сайт Content Analyzer. Считаем частоту и плотность тех страниц, которые здесь находятся. Вот, например, для этой страницы. И для этой. И для этой. Просто загружаем вот в эту программу, указываем вот эти адреса страниц и считаем частоту и плотность интересующего нас запроса. Дальше мы эту частоту для топа 10, то есть для первых 10, складываем и делим, собственно, на 10. Получаем среднее арифметическое. Это те цифровые параметры по частоте, к которым нам надо приблизиться. Единственное, что, коллеги, поскольку вот все эти вопросы, они, то есть это ни разу не ноу-хау, но они давние. И поисковики научились видеть, когда мы с вами или там другой рынок, да, там, рынок пытается обмануть, да, поисковый спам это называется. То есть заставить поисковик увидеть то, чего по факту нет. Поэтому существует маленькая выживалка. Любые действия на сайте, они должны происходить медленно и печально. То есть если вот график у нас, да, то и по оси X у нас время, то любые изменения должны происходить там, медленно. И сильно задирать значение тоже не нужно. И я вас уверяю, когда мы с вами посмотрим на тексты, размещенные на сайтах, по которым нам бы хотелось, чтобы они находились, да, мы увидим на самом деле, что частота и плотность слов, она на самом деле не достигает там средней по этому запросу. То есть на самом деле совершенно очевидная вещь, совершенно очевидный взгляд, да, вот на ситуацию. Мы можем просто посчитать, понять. Да. Существует еще 2 параметра вот у контента, таких вот статистических, да, кроме частоты и плотности. Это водность от слова вода и тошнота. Не, ну вот оно так называется, да. То есть это, ну, сленг, конечно, который постепенно становится. Она тоже там считается в каких-то единицах. Идея в чем? Светлая мысль из откуда-то из очень давних времен заключается в чем? Вот, например, поисковику надо, чтобы много было слов, они были рядом. Да не проблема. Давайте мы на сайте, например, это такая мысль плохая, но она возникает довольно часто у людей, которые сталкиваются с проблематикой. А давайте мы на сайте белыми буквами на белом фоне напишем, куда пойти учиться, куда, смотрите, плотность сумасшедшая, да, человек не видит. Идея в чем? То есть когда-то вот эти вот подходы, да, давным-давно, их применяли для продвижения ресурсов, но поисковики, естественно, научились это видеть, считают это поисковым спамом, и сайт после этого перестает искаться, то есть его выбрасывают из поиска, ну, предельно упрощая ситуацию, да. Вот. И нам с вами, действуя таким образом с нашим сайтом, то есть оптимизируя его, надо добиться, чтобы вот эти цифровые значения не зашкаливали. То есть, грубо говоря, если средняя частота по запросу, условный пример, 15%, то есть нам не надо добиваться того, чтобы на странице частота была 40. Ну давайте начнем с 15,5%. Ну, 16%. То есть, понимаете, вот это взгляд на сайт, я просто по опыту знаю, совершенно нетрадиционный для информационных работников.
То есть это как-то даже немножко странно. Мы-то привыкли, что сайт это платформа, где мы просто транслируем то, что делаем. А оказывается, эта платформа может ехать с сильно разной скоростью. А по большому счету, как сделать, нам же не очень принципиально, да? Просто посчитать и посмотреть, спрогнозировать. Значит, с этим понятно, да? Мы с вами, у нас, поскольку не очень много времени, мы в дебри не углубляемся, мы просто крупноблочно описываем, что можно сделать, с помощью чего, чтобы вы могли это повторить на практике, да? И, так сказать, какие есть риски вот, по каждому из направлений. Значит, понятно, да? На самом деле, частота и плотность, она вот еще довольно хорошо может быть понята, ну просто вот на личном уровне понята, через вот такое вот сравнение. Представьте, что для поисковой системы каждое слово имеет определенный вес. Ну, собственно, вот частота, она, собственно говоря, повышает общий удельный вес этого слова или словосочетания на сайте и на конкретной странице. А вот плотность, она, то есть если слова рядом, это немножко повышает вес слова. Ну, предположим, слово весит грамм, а если слова рядом, то слово тогда уже весит 1,1 грамма. Это значит, что, работая с плотностью, мы с вами можем немножко сэкономить на частоте. Видите? Коллеги, а коммерческим людям эти очевидные вещи приходится объяснять часами. Нет, я серьезно, то есть у нас реально масса преимуществ. Это действительно так. Теперь, смотрите, есть еще параметр. Это так называемые выделения на сайте. Например, если мы, то есть вот вес слова, оно может быть просто в тексте. Вот возьмем там лидера рынка, да. А я не говорю, что он в жизни лидер. Он по нужному нам запросу нашелся первый, значит он лидер. По этому запросу. Значит, мы с вами проанализируем частоту, плотность ключевых слов, мы знаем как, да. Теперь смотрите, есть нюанс. Ключевое слово немножко повышает вес на странице, на сайте. Когда оно, первое, например, выделено тегом заголовка. Когда оно находится внутри гиперссылки. Когда оно выделено жирным шрифтом. Я поясню. Смотрите. Как правило, когда мы пишем на сайте, вот здесь можно скачать, ну, например, календарь, список учебных заведений сертификата. Вот мы, предположим, подготовили путеводитель. Коллеги, а как это лучше написать? Ну, вот как написалось, на практике, да? Вы здесь можете загрузить, вы здесь можете скачать. Можно с точки зрения там, дизайнерской, например, сделать какую-нибудь красивую иконочку и сделать гиперссылкой ее, на что человек будет тыркать для скачивания. Да? Так вот, идея заключается в том, что если вы напишете текст «Путеводитель по учебным заведениям Сыктывкара можно скачать здесь», ключевое слово, ну, гиперссылка здесь, вы повышаете вес слова «здесь». Незначительно, но повышаете. Вы правда хотите, чтобы ваш сайт находился по запросу здесь? Нет, скорее всего, он находиться не будет, но если все ссылки будут оформлены так, то, в общем, почему бы и нет? В этой ситуации нам нужно оформить гиперссылку вот таким образом. Опять же, немножко новый взгляд. То есть какая разница, как написать? Лично мы в свое время спорили с Надеждой Михайловной Палацкой.
в рабочем порядке, потому что она же, кроме того, что она библиограф, привет, она еще и редактор. Ну, литературный, да, вот редактор. И хороший редактор, то есть пользующийся авторитетом, да. И вот объяснить редактору, что на сайте нужно написать так, довольно сложно, потому что она говорит, ну это как-то вот с точки зрения чтения. А я ей говорю, да, безусловно, для того, чтобы человек прочитал, он должен на сайт прийти. А чтобы прийти, он должен найти. И здесь, безусловно, всегда имеют место компромиссы. То есть это не значит, что нужно все бросить и заключать нужные ключевые слова в гиперссылке, выделять их жирным шрифтом. Но здесь, смотрите, получается довольно интересно. Список вузов Сыктывкар, название организаций. Обратите внимание, да? То есть в теории все направлено на то, чтобы вот по этим запросам, ну, например, вот по названию сайт находился. К примеру. Значит, с этим ясно, да? На самом деле, конечно, все это довольно, ну то есть как, это просто одни параметры из многих. То есть из большого количества, и вытащить сайт только за счет того, что ключевые слова заключают в гиперссылке, конечно, не получится. Но чуть-чуть добавить вето мы сможем. То есть частота, плотность, по-разному называют вот параметр, о котором мы говорили, там условно разметка, то есть разметка на странице. И очень часто, вот, ну, даже по вчерашнему обсуждению у нас по сайту, да, более узким кругом, вот, обратите внимание, то есть мы обсуждаем сайт с точки зрения дизайна, читаемости, соответствия там, терминологии, принятой в нашей среде, и это, наверное, ну, то есть, безусловно, нужно делать, нет вопросов. Но обсуждать его вот, чисто визуально нужно еще и с этой точки зрения. Потому что разметка должна быть, вот разметка именно текста, тоже работать на продвижение. С этим понятно, да. Мы чуть позже посмотрим на программулечку маленькую, которая для человека, ну, как бы далекого от веб-дизайна, мы с вами все далеки, это нормально, это не наша работа, которая позволит оценить и это тоже на сайте. А что там выделено жирным шрифтом? Вдруг только слово «сюда». Да, вот нажмите «сюда». Что там выделено заголовками? Вдруг только слова «телефон». Это нюансы, которые либо чуть-чуть нам добавляют, либо убирают. Да. Следующий момент, это вот во внутренних параметрах это уникальность. Идея заключается в том, что поисковик отдает предпочтение текстам, а вот здесь очень интересно, коллеги, текстам, что такое уникальность, ну вот с нашей точки зрения. Уникальный это который вот я сел и написал. Ну, по факту. На самом деле ситуация немножко не такая. Так? Дело в том, что для поисковой системы, кстати, вот те, кто общается со студентами, там, кто сам учился недавно, у кого там дети учатся где-то, да, уникальность это еще злобный или наоборот радостный сервис антиплагиат.ру. Да? И вот здесь мы уже приближаемся ближе. То есть не важно, сам ты написал или нет, важно, поймал тебя антиплагиат или не поймал. Да? То есть, смотрите, я в данном случае не о моральных и не о правовых вещах. Я говорю о чем? С точки зрения Яндекса, уникальный контент – это контент, то есть текст, который Яндекс на других сайтах до вас не находил. То
То есть это контент, который у вас встретился впервые. Вы можете сказать, что, прошу прощения, вы можете сказать, что мы создаем там уникальные библиографические продукты, и у кого это еще он найдет. Но вот вы меня поправьте, возможно, я не прав. Тут очень много совершенно справедливого, да, но есть и опасность, да, то есть потенциальная угроза. Например, любая библиографическая продукция, она оперирует, ну, очевидная вещь, да, библиографическими записями, библиографическими описаниями. Очень часто уникальность продукта, она в компоновке и отборе. Согласны, да? А библиографические записи отдельно, они могут встречаться где угодно, хоть, например, на сайте книжного магазина, хоть в архиве электронном, например, газеты или журнала. То есть уникальность в том, как оно отобрано. Понятно, да? И это не значит, безусловно, что нужно сворачивать библиографическую деятельность. Это значит, что мы с вами можем, делая текст на сайт, размещая там ресурс, проверить его на уникальность, понять, как к нему отнесется поисковик. Теоретически рассуждая, можно пользоваться сайтом антиплагиату теоретически. Это удобно, если туда надо загрузить Word, это вордовский файл, это не очень удобно, потому что вообще антиплагиат для вот такой проверки уникальности для поисковиков не очень подходит. Коллеги, вы внутрь антиплагиата забирались, вам его не надо показывать или надо? Надо, не надо. Значит, ну смотрите, там простенько все. Понятно, конечно, антиплагиат работает. Вот, смотрите, значит, я бескомпромиссно туда вхожу, при этом обратите внимание. Вот, мы с вами, ну что мы можем, да? Мы можем просто взять файлик, загрузить сюда любой вордовский файл. Ну вот видите, здесь есть некие тексты, загружены. И, соответственно, для каждого из них показан процент оригинальности. 87%, 61%, 75%, 59%, например. Да? Вот мы имеем некий текст, но это там дипломная работа, которая так и не была допущена до защиты. Вот. Мы можем посмотреть отчет. 59% оригинальность, заимствование, цитирование 0%. То есть мы с вами можем понять, насколько текст оригинален. Это используют для того, чтобы чисто формально, вот на уровне там, разговаривать об этом или нет, ну там, изучать, скажем, выпускные работы студентов. Ничто нам не мешает просто загрузить туда наш файл и посмотреть, что вообще происходит, насколько он оригинален. Но именно для задач интернет-оптимизации эта штука не очень подходит, не очень удобная, потому что она заточена на учебные центры. Есть несколько сервисов, наверное, может быть, вы и сталкивались. Ну, например, очень известный Текст.ру. Вот. Онлайн-сервис проверки текста на уникальность. Идем это мы с вами на сайт. Ну, например, Национальной библиотеки Республики Коми. То есть я просто показываю, как мы это делаем. Да? Смотрите, мы берем, например, любой раздел, например, читатель, правила пользования. Ну, чисто формальные вещи, да.
сейчас упростим ситуацию, мы просто выделяем вот этот раздел. Копируем. Переходим. Вставляем. Обратите внимание, мы взяли текст заранее, заведомо типовой. Да? И в этом еще одна опасность при разговоре. То есть опасность, формально говоря, да? Мы обязаны выкладывать на сайтах какие-то документы, которые формализуют правила пользования, да, там, устав, в конце концов. Это типовые документы. Мы должны выкладывать. Но мы при этом, да, должны понимать, что выкладывая их на сайт, мы, как сказать, находясь вполне в рамках приемлемых, да, мы, тем не менее, уникальный контент сайта снижаем. А это значит, что в других разделах сайта его надо повышать, эту уникальность. Проверяем на уникальность. Вот смотрите, он сразу посчитал символы, там, слов, да. Сейчас, возможно, оно заработает. Видите, в данном случае нам злобно сказал, что слишком много. Да. Можем воспользоваться другим сервисом, а можем, например, где-нибудь до половинки. Давайте сотрем, проверим на уникальность для простоты. Коллеги, очень важно. Значит, я вот, например, студентам всегда объясняю, антиплагиат.ру называется неправильно. Антиплагиат ничего не говорит о том, что откуда-то украли текст. Он говорит о том, что он нашел аналогичные куски в других текстах. Возможно, все так и должно быть. Нет проблем. Я к чему? Если система проверки орфографии не знает слов, вот этих, да, нет их в словаре, она их отмечает как незнакомые. Да? Совершенно не факт, что это орфографическая ошибка. Да? То есть к этому надо относиться по-деловому, это совершенно деловая процедура. Да? Значит, обратите внимание, значит, всего символов, без пробелов, количество слов, заспамленность и вода. Потому что типовой текст. Сейчас, видите, он считает перед нами в очереди еще 5 текстов. То есть это популярный сервис. В принципе, можно пользоваться еще сервисами. Например, есть сервис и программка отдельно стоящая, называется она Adveco. Adveco.ru. Вот, коллеги, обратите внимание, очень смешная ситуация. Дело в том, что вот такие сервисы поддерживают так называемые биржи контента. То есть, если вы хотите, чтобы на ваш сайт кто-то написал текст и готов за это заплатить деньги, вы можете сюда прийти, найти специалиста, который напишет текст. И тут же на этом сайте вы можете проверить его на уникальность, потому что зачем нужен неуникальный текст? Понятно, да? Вот опять же по опыту могу сказать, что лучше всего тексты, оптимизированные для поиска, пишут библиографы. То есть просто по образованию, или с практической работой библиографа. Очень это близко. Правила другие, а подходы те же. Значит, смотрите, вот у нас есть Adveco плагиатус, проверка уникальности текста. Вот программка, которую можно загрузить, которая будет, собственно, по этой ссылочке, просто для работы интернет нужен текст, какой проверяет, понимаете, проверяет так. Коллеги, я вас не сильно утомил. Что вы? То есть, смотрите, здесь важно что? Здесь важно что, коллеги?
поисковик. Да? То есть нам уникальность применительно вот к этим задачам нужна не вообще, а только применительно вот к поисковым задачам. То есть нам нужен текст, которого поисковик больше нигде не видел до нас. Есть сегменты, они не библиотечные, кстати говоря, они вот вполне коммерческие. Ну, я не знаю. Ну, вот представьте, вот мы, например, в городе, там, в регионе, да, все, например, торгуют кирпичом. А вот что про кирпич можно написать? Ну, кирпич. Понятное дело, что на сайтах продавцов кирпича, скорее всего, тексты взяты откуда? Ну, от производителя. Там для металлочерепицы, соответственно, от производителя. И получается, что люди конкурируют друг с другом, потому что им надо продавать эти несчастные кирпичи, но при этом уровень уникальности контента в среднем по сегменту очень низкий. То есть все взяли тексты из одного места и описывают, как прекрасно. В этой ситуации первый продавец кирпича, который разместит у себя на сайте библиографическое издание, посвященное производству стеновых там, материалов, да, он, скорее всего, резко повысит уровень уникальности контента, будет на первом месте. То есть это к вопросу о возможной интеграции нашей работы, да, с коммерческой. Вот, надеюсь, он же считал. Значит, обратите внимание, я специально, коллеги, это важно, я специально взял типовое положение, оно типовое, его уникальность, причем я взял кусок текста, чтобы быстрее провериться, очень низкая, и по-другому здесь быть не может. Но в этой ситуации очень плохо, когда, например, мы пишем новости о мероприятиях под копирку, повторяя сами себя. Еще раз, очень важно, коллеги, мы не говорим о том, что нехорошо переписывать, там, списывать. Это вообще вот, в рамках нашего разговора не обсуждается. Мы говорим о том, что не уникальные тексты с точки зрения поисковых систем недостойны высоких мест выдачи. Понятно, да? Здесь вопрос. Потому что очень часто там пресс-релизы, да, или пост-релизы о мероприятиях, проводимых в том числе и библиотекой, они типовые. И вот от этого нужно уходить, если мы с вами хотим повысить уникальность продукта. Да. Да. Нижний порог уникальности какой должен быть? Вообще он есть или всегда должен быть 100%? Не, смотрите, 100% не будет никогда. Почему? Потому что, ну, то есть, скорее всего, вот все эти штуки, да, они работают таким образом. Текст режется на куски, шингл это называется, да, и вот по этим кускам ищутся аналоги. То есть какие-то куски, устойчивые обороты речи, ну, просто принятые, да, вот, в речи, они все равно будут попадать, 100% уникальность, но это, честно говоря, нет, бывает, но к ней не надо стремиться, не должна. Значит, смотрите, вот здесь тоже очень важный момент. Мы все время говорим, что надо изучать, ну, меня и в институте там, культуры библиотечных давным-давно учили, изучай пользователя, изучай читателя, изучай потребности, изучай. Вот, ну, тогда возможностей было поменьше, сейчас вроде побольше. Идея в чем? Идея в том, что, я не знаю, какая должна быть уникальность. Смотрите, уникальность, так же, как и чистота и плотность ключевых слов, это, по сути дела, проекция среднего уровня в нашем информационном окружении. То есть давайте посмотрим по этому запросу, по нужным запросам, какая там уникальность. Если у них у всех уникальность там условно 40%, так нам 60-50% за глаза, согласны, да? То есть вот так сколько должна быть? Нижний порог, то есть если у всех 15% уникальность, хотя давайте предположим, вот скажем,
студент, ну, или там слушатель там, техникума, как оно сейчас называется, там, не упомню, он ищет типовое положение, например, о пользовании библиотекой. Вот для библиотек вот этого уровня. Ведь смотрите, все положения типовые, но ведь какую-то библиотеку он найдет первый, а какую-то ведь десятый, а положение типовое. Значит, соответственно, мы тоже можем изучить с точки зрения частоты, плотности ключевых слов и с точки зрения уникальности. Так вот, обратите внимание, еще очень интересный момент. Вот я тыкнул на ссылку подробнее SEO-анализ. Вот. И у нас цветом каким-то чудовищным выделены слова, которые с точки зрения поисковика скорее всего будут рассмотрены вот как та самая попытка, так сказать, обмануть поисковика, да? Накрутить частоту ключевых слов. Это типовое положение. И обратите внимание, какое слово в каждом предложении, в каждом пункте несколько раз употребляется слово «библиотека». Заметьте, мы не обсуждаем, то есть мы не говорим, что надо переписывать положение. То есть мы просто смотрим с несколько, наверное, нетрадиционной стороны для вас на тексты, на то, что мы размещаем на сайте. Вот как оно выглядит оттуда. То есть для простоты, можно сказать, поисковик, он доставляет на наш сайт посетителей, да? И у него есть свои, у этого поисковика, особенности. И мы просто должны понимать, что это за особенности, вот как у поставщика посетителей, и стараться его там не обижать слишком сильно. Так. Значит, вот соответственно, вот типовой, пожалуйста. Давайте вот это заспамливаемость у нас, да? То есть высокая, 62%. Вода. С точки зрения поисковика, вода, водность, да, это некие слова и выражения, которые в общем случае не несут смысла. С точки зрения поисковика, коллеги, мы с вами можем смотреть на ситуацию иначе. Здесь тексты библиотечные, вот смотрите, о некоторых вопросах, да, а также предлоги, третьим лицам, может быть. Здесь не очень удобно смотреть, не очень явно, что он выделяет. Как правило, водяными являются с точки зрения поисковика слова и выражения, которые любят писать рекламщики в тексте. Ну, например, этот товар непревзойденно высокого качества. Вот непревзойденно высокого, оно, скорее всего, будет помечено как, например, этот, не знаю, там, металлический профиль может выдерживать высочайшие ветровые нагрузки, ну, для забора. То есть, так принято писать, всегда возникает вопрос, высочайшее это сколько? То есть, он как будто должен, да, вот. Это сколько в скорости. Так вот, поисковиком, скорее всего, такое будет тоже посчитано как, ну, некое там, не имеющее значения. Идея в том, что вода, она снижает частоту ключевых слов, нужных нам, согласны, да? Поэтому получается довольно смешная штука. Получается, что текст, который мы пишем, ну, у нас, вот в нашей сфере, да,
это все-таки редко бывает. А вот, например, когда общаешься с людьми там, из других сфер, не обязательно коммерческих, они же как? Они пишут тексты, например, для полиграфии, для альбомов, в превосходной степени, да, то есть так принято, красивые слова. Проблема в том, что эти тексты, например, для сайта лучше бы немножко корректировать. И вот когда мы поиграем с помощью вот этих сервисов, да, вот Text.ru, Adveto, проверим плотность ключевых слов, у нас, ну, просто как у библиографов, да, если мы, конечно, примем правила игры, то есть заинтересуемся, а на самом деле действительно как это, мы с вами на самом деле поймем, какие элементы в тексте, они не то что портят, то есть они не делают текст с точки зрения оптимизации хуже, они не позволяют ему раскрыться в полном объеме. То есть они гасят потенциал, который на самом деле, как мы говорили, да, в наших продуктах он реально есть. Вот, значит, Adveto. И в принципе, вот видите, вот Adveto в инструментах мы можем также проверить онлайн орфографию и можем там чего-нибудь поскачивать. Например, мы с вами можем проверить уникальности вот этой вот программы. Соответственно, вот ее скриншот, она бесплатная и можно пользоваться. То есть она, видите, загружаешь текст, она там проверяет, считает уникальность, показывает цветом, где это еще встречается. То есть с этим можно поиграть, посмотреть. Единственное, коллеги, душевно вас прошу, вы если будете для работающих сайтов, ну, играть, развлекаться, вы, пожалуйста, не увлекайтесь, вы, пожалуйста, помните, да, о вот медленном, печальном и ну, как бы небольшом, да, вот, приросте. То есть не надо сразу там обрушивать всю свою мощь, нужно забавить. С этим ясно, да? Отлично. Есть еще один сайтик, который я хочу вам показать. По-моему, да. Да, вот он. Вот тоже та же, собственно, история. Вот анализ сайта онлайн. Он всякое там выделяет. В принципе, можно пользоваться им. Вот он тоже пытается что-то посчитать. Вот видите, он считает вот такие параметры. Да. Вот он посчитал, видите, частоту слов библиотека, пользователь, документ, читательский. Мы все еще тот самый текст разбираем, типовой, да. То есть есть возможность посчитать уникальность и посмотреть, как будет выглядеть сайт с точки зрения поиска в этом аспекте. На каком-то этапе я сознательно упрощаю, то есть вот это важно, да? На каком-то этапе поисковые системы, это было довольно давно, я сознательно упрощаю происходящее, да? Поисковые системы, они задумались о том, что размещать сайты в результатах выдачи только на основании внутренних факторов не очень правильно. В этой ситуации, например, моя домашняя страничка, где я, например, регулярно упоминаю национальную библиотеку, да, может находиться в поиске раньше, чем сама национальная библиотека. Там, не знаю, магазин в подвале, который торгует чайниками, ну, фирма там, Redmond, может находиться раньше, чем, собственно, сайт самой фирмы Redmond. И почему? Потому что кто-то больше мотивирован вот на такую оптимизацию, да, люди, организации, вроде бы, имеющие большее значение, в меньшей степени, да. И
у поисковых систем возникла возникла необходимость, как сказать, альтернативно как-то оценивать сайт для того, чтобы разместить его в результатах поиска. Вот как быть, когда все сделали все правильно, частота, плотность, уникальность одинаковая? Как быть? Поисковику кто-то же должен быть все равно первым. Не могут же быть оба первые. Вот. И здесь поисковые системы, опять же, повторюсь, это было давно, да, довольно, они воспользовались тем инструментом, который совсем в другой сфере позволяет оценить качество научной работы, а именно индексом цитирования. Значит, по факту, как это выглядит? Например, я написал одну книжку, а там Иван Иванович 10. С точки зрения внутренних параметров он гораздо более эффективен, чем я. Конкретно в 10 раз. Ну, если мы хотим быть совсем объективными, мы можем там в авторских листах посчитать. Может, у него книжки тоненькие, у меня толстенькие, но в принципе посчитать можно. Да? Но на самом деле, когда оценивают твою работу, ну, например, в высшем учебном заведении сейчас, да, оценивают не столько, сколько ты написал, хотя это тоже внутренние параметры, но и сколько раз и сколько человек на тебя сослались в своих работах. Я написал одну книжку, на меня сослалось 100 человек на эту книжку, а он написал 10, на него сослался 1. Я пользуюсь большей популярностью. Поисковики, опять же, на том этапе, они решили как? Ребята, все хорошо, давайте мы посмотрим, кто ссылается на сайт. То есть это вот внешние параметры, да? Информационное окружение нашего сайта. Кто ссылается на наш сайт? Другие сайты могут содержать 100 ссылок на наш сайт, 1000. Ни одной. То есть идея в чем? Чем больше на наш сайт ссылаются, тем более мы пользуемся популярностью, больше пользуемся доверием других участников интернета. И это значит, нас надо повышать в результатах поиска. Хочу обратить ваше внимание вот на что. Если внутренние параметры сайта, это результат нашей работы, вот нашей работы, то есть мы пишем, мы размещаем. Заметьте, интернет-магазин, который торгует теми же чайниками, он ведь не просто же так пишет отзывы про чайник, очень часто он сам эти отзывы и пишет. Да? Он не просто так рассказывает, как этот чайник хорошо использовать, как он подойдет к интерьеру кухни. Потому что он думает, может быть, мой клиент, думает интернет-магазин, купил кухонный гарнитур и теперь ищет чайник, я не знаю, там, кофеварку, подходящую по дизайну. А вот тут хлоп, мы и найдемся ему. Это значит, что сайт, продающий чайники, может захотеть, чтобы его находили не только по запросу чайника, но и по запросу гарнитур кухонный. Понятна логика, да? У них интерес очень прикладной, им продать чайник надо. У нас интерес другой, но он на самом деле, с моей точки зрения, ничуть не меньше. То есть у нас мотивация просто другая, да? Так вот, тут надо написать, тут надо сделать фотографии, их надо разместить, да, все надо сделать. А в случае внешних параметров начиналось с чего? Вот сколько на тебя раз сослались, вот ты уважаемый. Так, условно, можно же даже уважаемость, наличие внешних ссылок, ссылочной массы, даже посчитать в условных единицах каких-то. 1 голос. И начиналось, если предельно упрощать, все именно с этого. Например, поисковик смотрел, вот сайт, вот у него внутренние параметры, так, а кто на него ссылается, сколько ссылок. И вот все это вместе использовалось для того, чтобы выяснять, ты должен быть 1, 10, 100, 20. Да. В
чему это привело? Это привело к появлению в интернете огромного количества сервисов, которые за смешные денежки или даже бесплатно предлагали разместить ссылку на твой сайт на других сайтах, накопить ссылочную массу. Но, вот в качестве примера, мы же говорили, что у нас пример. Коллеги, то, вот, что я показываю, это вот важно, пожалуйста, имейте в виду, ни в коем случае не является там рекламой чего-то, да? Мне просто важно проиллюстрировать, вот с помощью чего это делается. Вот, например, есть какие вот сайт, да? Только сделай. Только сделай. Заметьте, не заплати. Зарегистрируйся, дай контакт. На птичьем языке маркетологов это называется лид. То есть холодный контакт. Хоть как-то засветись. Телефон, мейл, что хочешь, как угодно. Мы с тобой потом будем работать. Мы посмотрим, как это можно делать. Вот если мы пролистаем все эти прекрасные возможности, вот где-то здесь, внизу, у нас будет вот, регистрация в каталогах сайта. Вот, прекрасные возможности ссылок, ссылки из каталога. Вот, обратите внимание, 200 рублей. То есть, грубо говоря, это сайт, ты на нем регистрируешься, описываешь свой сайт, выбираешь список каталогов, которые бесплатно готовы разместить ссылку на тебя, нажимаешь на кнопку, описание туда улетает. В теории ты получаешь как бы два бонуса. Да? Первый бонус — это из этих каталогов на твой сайт начинают ходить, ну если там есть посетители. Второе, повышается твой индекс цитирования с точки зрения поисковика, то есть как бы двойная отдача. Обратите внимание, продвижение ссылками, оно с точки зрения работы, оно значительно проще, чем продвижение контентом. Понятно почему, да? Что текст надо писать, его надо писать правильно, надо не писать глупости, на что, например, подрастающее поколение гораздо, да? Вот. А здесь ты просто размещаешь ссылки, и может случиться счастье. И мгновенно появились вот такого рода сервисы. Поисковики поняли, что считать, опять же, я упрощаю, просто чтобы мы понимали картину пейзажа. Да? Поисковики поняли, что вообще считать просто ссылку не очень корректно. Потому что сослаться можно же с разного сайта, да? Может сослаться сам по себе сайт уважаемый, а может какой-нибудь, где просто свалка вот этих ссылок. Предельно упрощая, поисковик стал вести базу внешних сайтов, он же ее и так везет, и умножать голос, то есть ссылку с сайта на коэффициент, который привязан к этому конкретному сайту. Например, если на вас, условный пример, ссылается сайт, например, областная библиотека, предположим, ссылается сайт областной администрации. Круто. Да? Ссылается домашняя страничка какого-нибудь школьника. Конечно, не так круто, но тоже хорошо. Ссылается, простите за резкие слова, помойка ссылок. Коэффициент 0, то есть ссылку мы разместили, но индекс цитирования это не повышает. Опять же, библиограф прекрасно понимает, так, даже интуитивно, вот индекс цитирования, часто ссылаются, не часто, чего стоит ссылка. То есть не все ссылки одинаковые. То есть следующий этап усложнения был такой, сначала просто считает голоса, потом не со всяких сайтов. На каком-то этапе поисковики, они пришли вот примерно к такому выводу, что на нас ссылаться должен сайт, чтобы его голос посчитали весомым.
у которого, ну, например, высокий у самого индекс цитирования, у которого тематика близкая нам. То есть, если мы там продаем бытовую технику, давайте не будут на нас ссылаться, например, автосалоны или сайты, которые занимаются там индустрией красоты, к примеру, да. Вот, если мы библиотека, ну, наверное, будет странно, если на нас будут ссылаться. Я к чему? Когда мы с вами меняемся ссылками, например, с каким-то сайтом, а таких ситуаций не конкретно вот у нас с вами здесь, а вообще по работе бывают что странные ситуации. Например, у нас есть мероприятие, у него есть спонсор. Хорошие люди, спасибо им. В частности, в спонсорский пакет у нас входит обмен ссылками. То есть они на сайте, мы на сайте, их нас. И тут проблема даже не в том, что мы на них ссылаемся, и там могут быть свои сложности. Проблема в том, например, что этот сайт сам по себе может разместить на нас ссылку, которая, ну, не будет ничего стоить. Был период небольшой поисковиков, когда коэффициент он мог быть не только 0, да, но и отрицательный. И была такая тактика конкурентной борьбы, когда там конкурент регистрировал сайт конкурента на каких-нибудь неправильных каталогах и, соответственно, да. Значит, для поисковиков существовали каталоги, которым они, ну, как сказать, безусловно доверяли. Ну, вот считали, что если сайт появился вот в этом каталоге сайтов, то, ясное дело, можно доверять, серьезные. Вот, например, у Гугла был такой каталог под названием ДМОЗ. Вот. Яндекс, ну, соответственно, это Яндекс каталог. Иногда это, ну, некий элемент лукавства, да, присутствовал, потому что в каком-то каталоге там можно зарегистрироваться за деньги, да, вот ты зарегистрировался, а потом тебе сразу, о, такие люди разместили ссылку, тебе сразу больше доверяют. Ну, это некие там бизнес-модели, но вот тем не менее. На самом деле, большинство предложений, ну вот если обсуждать рынок продвижения, вот эти услуги, мы вот там продвинем сайт. Да. Большинство из них, ну вот если судить по Питеру, по Москве, там регионы, я, честно говоря, глубоко не мониторил, они направлены на ссылочное продвижение. Почему? Смотрите. Потому что просто. Следующий, просто не, как сказать, реализовать эту работу. Да. То есть как это происходит? Там, компания приходит к коммерческим людям, говорит, мы вас будем продвигать. Формирует бюджет, на этот бюджет покупают ссылки, а дальше сюрприз. Поисковики все чаще и чаще обесценивают эти ссылки. То есть, ну, грубо говоря, в этом месяце ссылка с этого сайта, она весит одну условную единицу веса, а через месяц уже 0,1. И это значит, я должен прийти там к клиенту, да, и сказать, вот ты сейчас свалишься, давай еще денег, я куплю новые ссылки. Они снова проживут, продержат сайт какое-то время, да. Сформировались, и вот эти требования к ссылкам у поисковиков тоже стали меняться. Например, есть довольно известная контора, называется не сталкивались, коллеги? Это называется продвигать тихой саблей. Вот. Значит, идея в чем? Я сейчас объясню, почему я про это так не очень, ну, подробно, да, что ли, вот без инструментов говорю, сейчас объясню. То есть идея в чем? Смотрите, вот относительно до недавнего времени поисковики говорили как? Ну вот просто ссылки мы поняли, нас обманывают, да, вот таким образом. Пытаются ввести в заблуждение. Начинаем оценивать важность сайта, который ссылается. О, это научились там обходить, да. Теперь как? Было до недавнего времени. Например, есть сайт, посвященный книжной торговле, да. У него высокий индекс цитирования, на него часто ходят, он сам продвинут, например, внутренними средствами, то есть по запросу он находится.
Я хочу его монетизировать, немножко заработать денег. Я выхожу на эту биржу, опять же, предельно упрощаю, говорю, ребята, по тематике книжная торговля я готов размещать статьи по заказу. То есть текст. В тексте гиперссылка на сайт. Слышали, может быть, термин «статейное продвижение». Соответственно, дальше я говорю, слушайте, я готов разместить вашу статью, вот эту статью, в которой важна гиперссылка, а требования к статье ровно те самые, которые к текстам, размещаемым на сайте. То есть ключевые слова, плотность, уникальность, понятного вида, да? Это мы как бы заякоряем другие сайты. Я могу разместить на месяц, это стоит каких-то денег. Я могу разместить на год, это стоит других денег. Вроде дороже, но если по месяцам считать, то дешевле будет. А могу, это называется вечная ссылка. Типа навсегда. Иногда такие сайты очень сложно отличить от нормальных. Да, потому что там статьи, обзоры рынка. И только потому, что туда бескомпромиссно включена ссылка на сайт, одна ссылка на статью, или там две на один и тот же сайт, ты понимаешь, что это... Соответственно, я хочу продвинуть сайт ссылками, я прихожу, регистрируюсь, говорю, так, я книжная торговля, кто размещает статьи? Понятно, логика, да? То есть вот тренд примерно такой был. И, соответственно, сейчас объясню, почему был. И, соответственно, поисковики, вот Яндекс и Google, они оценивали вот эту цитируемость в специальных своих условных единицах. У Google был такой PageRank, и было классно, например, спрашивать, вот что такое пиар Гугля? И какой-то студент он начинал, да вы что, да Google, да пиар, ну в смысле связь с общественностью. А PR это, соответственно, PageRank. То есть пишется также в аббревиатуре, да, вот PageRank Google это уровень цитирования с точки зрения Google этого сайта другими сайтами. Он считался с 0 до 10, то есть такая шкала. Да. 0, 1, 2, 3, 4, 10. То есть индекс цитирования, например, 5 или 6, Google это это здорово. Орден карты, да. Вот. 8, я не помню, был ли у Гугля, у самого, да. Яндекс, он считал, ну и считает индекс цитирования немножко иначе. Он считает его просто в других цифрах. Условно, от 0 до, ну, теоретически рассуждая, до бесконечности, например, 80 тысяч. Называется это ТИЦ. Слышали такое? Вот мы посмотрим сейчас программу, поглядим. ТИЦ. Т маленькое и С большое. Тематический индекс цитирования. То есть, по сути дела, оценивается что? Ссылочная масса на сайт и, соответственно, степень доверия вот конкретного поисковика к этой ссылочной массе. Если предельно упрощать, почти на грани неправильно. То есть, и вот здесь интересно, само наличие внешних ссылок, вот само наличие, оно не может служить для поисковика основанием для того, чтобы вы стали находиться хуже. Ну, мало ли кто на вас сослался. А вот ваша активность по размещению ссылок внешних может. То есть, грубо говоря, если мы с вами полезем вот на этот сайт, который посмотрели, и купим там, потому что надо позарез, 1000 ссылок, скорее всего, сначала мы начнем искаться лучше, а потом свалимся в результатах поиска или будем искаться хуже. Понятная логика, да? И, собственно говоря, была даже, как мы говорим, инструмент конкурентной борьбы вот там, да, где невидимая рука, когда вот просто регистрируешь сайт конкурента.
конкурента, много, быстро, на всяких ужасных ресурсах. Понятно, да? В последнее время, это происходит последний год, да, где чуть побольше, поисковики, они говорят, ребята, вот такой метод оценки качества ресурса, похоже, себя исчерпал. То есть они сами это говорят. Да. Например, Google сказал, что он отказывается, это год назад было, если мне склероз не изменяет, в апреле или в марте 2016 года, вот если коллеги поправят, вот, он сказал, ну, мы PageRank вообще перестаем считать, то есть вот цитирование, да. Яндекс, ну, тоже время от времени заявляет, что вот сама концепция, она очень уязвима для накруток. Да. Вот, поэтому мы все с нетерпением ждем, когда... То есть, представляете, да, вот есть формула из двух компонентов. Внутренние параметры и вот эти внешние ссылки. И вы представляете, на рынке глобально, например, значительная часть сайтов во многих сегментах продвигается только за счет ссылок. Вы представляете, что будет, когда на каком-то этапе ссылки просто перестанут учитывать? Яндекс, например, в московском регионе для каких-то сегментов тематических он отменял. Давайте посмотрим, что будет. Что было, это просто. Эти сайты, которые были на первом месте, коммерческие сайты, да, то есть, которые строят на этом бизнес-модель, они просто улетали вниз и переставали выходить, нет посетителей. Вот. То есть идея такая. Соответственно, нам бы с вами хотелось иметь простенькую, опять же, простенькую программу, которую бесплатную, которую можно поставить или просто вот скачать. Я специально ничего не делал заранее, мы прямо с вами сейчас вот это все и делаем. Да? Для чего? Для того, чтобы посмотреть цифровые параметры сайта как бы в одном месте. Да? Сейчас мы ее с вами скачаем. Называется это безобразие. Ну, давайте мы так вот даже пойдем. Сайт аудитора. Коллеги, не сталкивались? Вот, эту программу, вот программа как. Сейчас просто не очень удачное время, потому что, видите, вторая редакция, она не поддерживается, они разрабатывают третью версию. Сейчас мы скачаем программу, даже устанавливать не надо, она просто на флешке носить можно с собой. Проверять как себя, другие организации. Значит, качаем, идем на форум. Вот, сайт аудита бета-тестирования, а мы с вами из архива скачаем старую программу. Вот видите. Ссылка на старую версию программы и скачиваем. Она весит 2,5 мегабайта. Вот, собственно, она скачалась. Она не требует инсталляции. Она запустилась. Значит, единственное, она просит сохранить, дать ей место, чтобы она хранила наше описание. Значит, что мы здесь можем сделать? И вот первая вкладочка, вы можете поэкспериментировать с этим, это довольно любопытно. Значит, что мы здесь можем делать? Мы с вами можем в этой программке ввести название сайта, собственно, любое. Давайте мы с вами выберем. Это может быть сайт библиотеки, это может быть любой сайт. Давайте возьмем сайт наших хозяев. Смотрите, что я взял адрес сайта, вставляю. Говорю проверить. Значит, единственное, я обращаю ваше внимание, вот сейчас мы сидим, просто для удобства демонстрации,
демонстрации на второй версии, которая не поддерживается. То есть какие-то циферки она может нам врать. Да? Лучше пользоваться третьей, но она бета-версия. Тоже может врать. То, в принципе, такая старая почтенная программка, такой тоже каталожный штырь, да? Который нельзя сломать. Смотрите, происходит обработка. Все сайты, которые мы проверили, они будут сохраняться вот здесь. То есть мы просто будем видеть адреса все время пользования программой. Выбирая здесь сайт, мы с вами будем видеть даты, когда мы проверяли этот сайт. И, соответственно, переключаясь по ним, будем видеть циферки. Опять же, это некий подход к анализу не только своего сайта, но это подход к анализу сайтов конкурентов. И я в данном случае настаиваю на этом термине, потому что мы можем посмотреть, вот кто на первом, на втором месте по тем запросам, которые нам интересны. Понятно логика, да? Вот, смотрите, он посчитал, вот адрес запомнился, вот запомнилась дата и время проверки. Теперь, проверив там, через месяц, через год, через там, полчаса, мы с вами видим цифры. Значит, что он здесь посчитал? Обратите внимание. Индекс цитирования и Google PageRank. Ну вот 1100, да, он нашел цифры. Хороший индекс цитирования, часто ссылаются, Яндекс доверяет. Ссылка. Google PageRank 0, но скорее всего это связано с тем, что он год назад просто обнулил всем и сказал, мы больше не используем. Программка старая, ну, соответственно, вот она показала, ну, да. Значит, смотрите, вот здесь интересный раздел, вот он, видно, да, сколько страниц на сайте видит Яндекс и видит Google. И сколько картинок на сайте видит Яндекс и видит Google. Значит, страницы, ну, текстовые, и просто картинки. Соответственно, здесь мы сейчас не обсуждаем цифры конкретные. Я говорю о чем? Вы знаете, что на вашем сайте 500 страниц, а Яндекс видит 1000, предположим. Это повод задуматься, о чем там видят-то вообще. То есть, когда вы знаете, это ваш сайт. Например, может он заиндексировал, не знаю, там, панель администратора. Может быть, был случай, собственно, такой из практики, довольно любопытный, медицинский центр, ну, просто медицинский центр. Ты можешь прийти там, кровь сдать, флюорографию сделать, ну, в Питере, да. Вот. И эти милые ребята, они через сайт, они просто складывали результаты анализа, чтобы пользователь мог получить под логином паролем. Только в связи с техническими сложностями оказалось, что поисковик заиндексировал вот все это. То есть, да, все анализы, все там флюорограммы, ну вот все. И понятно, это стало вот просто тупо по циферкам, потому что у нас 300 страниц, а поисковик, здесь вот 1500. Момент, откуда остальные-то взялись. Соответственно, мы можем кликнуть по вот этой циферке и посмотреть, сейчас попробуем, и посмотреть, как Яндекс видит нашу наше многообразие. Да? Вот какие страницы под какими названиями, с какими подписями, сниппетами, да, он видит, про это поговорим. То есть представление. Коллеги, обратите внимание, эту же информацию можно получить и в Яндексе непосредственно. Можно получить из интерфейса чуть позже. Посмотрим, вебмастер Яндекса. Ну и в Гугле то же самое. Но из этой программки оно получается не то, что лучше, оно как бы визуальное, что ли, да, вот наглядно. Опять же, если мы говорим о конкурирующих сайтах, то давайте посмотрим, сколько страниц у них,
сколько у нас и какие вообще наши шансы с точки зрения контентного наполнения. Почему вот мы, например, с библиографами говорили вчера, да, мы говорим, что есть два подхода. Пожалуйста, мы можем, например, библиографическое издание выложить на сайт в PDF-формате, в Word-формате. Технически это можно. А можем, например, разрезать это издание и сделать много страниц. Например, на каждый элемент, на каждое описание будет своя страничка. Объем сайта будет больше, выше плотность. Понятно, да? Значит, смотрите. Яндекс картинки. Какие картинки видит Яндекс на сайте? Очень часто, когда мы говорим о продвижении, мы с вами говорим о том, как продвигать тексты. Но ведь может быть проблема продвижения картинками. Да? То есть кто-то, например, специальным образом ищет только картинки. Здесь мы можем видеть, там, что он найдет, как он видит. Вот здесь, например, мы видим, что находятся в основном изобразительные какие-то вещи, да, и там нет практически элементов графического дизайна, оформления страницы, что, наверное, неплохо. Да. Вот. Давайте посмотрим, что у нас видит Google. Вот здесь, цифры не очень для меня понятны, видите, разница. Яндекс и Google, все-таки разное количество страниц. Вот, обратите внимание. Да, вот так вот выглядит сайт с точки зрения Google. Мы сейчас не делаем там никаких выводов, не даем рекомендаций, просто здесь можно понять, это твоему сайту вообще поисковик-то ходит, он его знает, все ли страницы заиндексированы, весь ли потенциал раскрыт, да, минимально. Потому что ведь возможны ситуации, когда поисковая система просто не знает о существовании сайта или не может на него прийти. Соответственно, вот классический анекдот, да, какие вы недостатки, скажем, в новой машине или в квартире обнаружили, пока только один. Какой? Спрашивают радостно, потому что нет недостатка. Не могу неделю открыть входную дверь. Вот это, тоже довольно часто бывает. И здесь, смотрите, вот здесь, смотрите, здесь интересно, ссылки на сайт. Google сколько видит ссылок, Яндекс сколько видит ссылок, сколько ссылок, например, из Яндекс.Блогов, да, Яндекс.Блогов сколько видит ссылок. Да. В принципе, сейчас вот это ссылочное продвижение, оно теряет актуальность, видимо, потеряет совсем, то есть мы с вами на стыке, да, перехода к новым инструментам анализа. Но мы видим, что на самом деле реально много ссылок, тоже можем кликнуть по этой позиции, посмотреть, кто ссылается. Ведь здесь очень много интересных моментов, связанных, вот это называется управление репутацией. Дело в том, что вот есть мы работаем, а про нас кто-то пишет. И, например, это может быть сайт коллег, мы можем общаться, там, они могут размещать ссылку на нас, вот мы побывали там на семинаре, вот о чем, да. Это могут быть ссылки в блогах, а может быть, это могут быть ссылки на специальных сайтах, которые размещают отзывы. В конце концов, если мы можем разместить отзыв, например, на бассейн, да, там, на медицинский центр, наверное, мы можем разместить ссылки, то есть отзыв со ссылкой на библиотеку, почему нет? И ситуация, мы про это будем говорить, значительно усложняется, когда мы имеем дело с соцсетями. Потому что, пока человек напишет на сайт «Отзови», вот я был в библиотеке, мне только голову задурили, а реферата готового мне никто не предложил, вообще как можно так работать. Да? Вот, пока поисковик найдет это, заиндексирует, пока это в результатах поиска, да,
появится. Пройдет какое-то время, иногда недели. А, например, в социальных сетях это очень важно, потому что там время жизни поста очень короткое. И задача там уже совершенно другая, найти вот ссылки на нас. Например, ну, сидишь лекцию, читаешь, сидит студент на задней парте, да, и пишет ВКонтакте: сижу на паре Голубцова, кошмар, слушать невозможно. А это вообще комментарий, это где-то там на 10-й страничке, и мне про этот комментарий надо знать. И совсем не для того, чтобы там, не знаю, огорчить студента, может быть, мне надо как-то себя, я не знаю, может, надо интереснее рассказывать. То есть не всегда плохой комментарий – это ну, то, что надо там как-то задушить, да, убить. Иногда надо откорректировать собственную работу. Их надо находить. И вот здесь тоже можно смотреть, то есть это в том числе и ссылки. Хотя в социальных сетях вот эта программулка, она искать не умеет. Да. Вот здесь вот наличие в каталогах. Видите, вот Яндекс каталог, да, вот ДМОС. Это вот придворный каталог Гугла. Сейчас мы кликнем и посмотрим, что там у нас происходит. Вот. А в ДМОЗе, смотрите, происходит интересно. Это к вопросу о том, что ссылочное продвижение, оно становится все менее и менее актуальным. То есть перестает учитываться сейчас. Вот ДМОС.орг. Это бесплатный каталог, в котором было очень сложно зарегистрироваться из-за очень сложной процедуры. Обратите внимание, коллеги. То есть это каталог, которому Google доверял, да, который учитывал в ранжировании вот с 17 марта 2017 года как бы более не поддерживается. То есть я к тому, что инвестиции, простите за красивые слова, вложенные в ссылочное продвижение, они могут вообще серьезно обесцениться. А вот, например, в контентное вряд ли. А нам с вами повезло, мы коллеги, мы занимаемся именно контентным выполнением. Да, вот так сказать, у других могут быть серьезные проблемы. Вот системы статистики, посещаемости, которые подключены на сайт. Мы видим, что у нас Live Internet, и Mail.ru, Яндекс.Метрика, и Google Analytics вроде найдены на сайте, то есть есть такая статистика. Я к тому, что когда я попрошу предоставить статистику посещений сайта, а мне предоставят ее на основании системы статистики Яндекс, а я увижу, что на сайте система статистики Яндекс, например, не установлена, то это должно навести на всякие интересные мысли о том, что не хотят ли меня ввести, например, в заблуждение. Да. Вот в данном случае все нормально. И вот интересные кнопочки. Помните, да, мы говорили вот слово, которое гиперссылка, слово, которое в названии, в заглавии. Вот у нас есть кнопочки, которые позволяют выпустить с сайта, с главной страницы, заголовок и посмотреть, как он написан. Ключевые слова. Description. Дело в том, что сами, вот сейчас мы смотрим под страницы, вот сами эти метатеги, о них мы говорили вчера, они расположены вот здесь, в теле страницы. Мы сейчас смотрим исходник странички, вы не пугайтесь, вы совершенно не должны этого знать на самом деле. Да? Ну просто это вот, собственно, сам код, из которого создается, как она выглядит, в том числе и для поисковика. И вот метатеги, это вот они. Вот у нас есть метатег ключевые слова, у нас есть метатег description. А здесь, нажав на кнопочки, мы просто выпустили их из страницы и посмотрели, что в них написано, совершенно не разбираясь в том, как устроена вообще внутри эта страничка. Смотрите, очень интересно. Какие слова у нас выделены гиперссылкой? И здесь мы видим, что вот в данном случае гиперссылкой является картинка, в данном случае тоже картинка, в данном случае тоже. Давайте спустимся.
Вот, например, смотрите, здесь гиперссылкой является словосочетание «о библиотеке». Вы, главное, коллеги, не пугайтесь, да, тут страшного ничего нет и сложного ничего нет. Просто мы можем, разобрав страничку вот таким образом, чисто визуально, понять, нет ли, например, хоть немножко потенциала для продвижения. Например, мы хотим, чтобы нас находили по запросу, да, не знаю, там, библиография, да, там, или наша библиографическая деятельность. Ну, может быть, вот такой странный, но запрос. Да. А увидели, что в гиперссылке у нас находятся слова там, о нашей деятельности. Ну, давайте, значит, немножко переформулируем, чтобы повысить вес вот этих ключевых слов. И вот здесь вот, тыркая по кнопочкам, мы с вами можем посмотреть, а что у нас является заголовком на странице. Вот здесь, кстати говоря, какие-то вещи удобные, ну, вот это хединг, да, вот, фотоальбом, режим работы, контакт. Вот, а дальше заголовками у нас выделены даты. Да. То есть вот здесь есть потенциал для оптимизации. То есть можно выделять заголовками какие-то более значимые темы. Понятно, да? Отлично. Вот, смотрите, в принципе, мы с вами можем управлять, ну, в каких-то очень ограниченных рамках, но мы с вами можем управлять деятельностью робота. Например, мы можем ему запретить ходить по каким-то разделам сайта. И вот здесь, вот видите, тег no index, здесь на сайте запрещено индексировать, то есть, ну, именно поисковику, обрабатывать какой-то кусок сайта, ну, в данном случае, видимо, содержащий внешние ссылки. Да. Или счетчики поисковых систем. Иногда, кстати, очень интересно смотреть, как меняется, ну, вот смотрите, ситуация, да, у меня есть, например, там, библиотека, да, знакомая. Библиотека разрабатывает новый раздел сайта, разрабатывает в режиме реального времени, она скрывает этот раздел, этот кусок текста со ссылочкой на сайте визуально, запрещает поисковику это обрабатывать, потому что они пока ведут эту работу. Да? Вот она прибывает. А я, соответственно, могу с помощью этой программки или просто вручную, но с этой визуальной, посмотреть, что там скрыто, и полюбопытствовать, например, какая работа ведется. В нашем с вами, так сказать, секторе деятельности это не очень актуально, а, например, в коммерческом всем любопытно посмотреть, какой новый вид товаров конкуренты хотят, например, вывести на это. Ну, я условно, да. Вот, то есть вроде примитивная совершенно программировочка, и вот переделывается сейчас, но визуально очень хорошо позволяет понять, что там вообще происходит, сколько видит поисковик, вот что происходит, да, и все это можно проверить на коленке без вроде специальных знаний. Да. Значит, вопрос следующий. Если поисковые системы, мы это видим, ну, собственно, даже вот на примере МОЗ-каталога, да, отказываются индекса цитирования, отказываются от ссылочного ранжирования, от учета индекса цитирования, что приходит взамен? Взамен приходят поведенческие факторы. Что это значит? То есть вся та же логика, то есть сайт сам по себе оптимизирован может быть, а вот пользуется ли он доверием и популярностью? Первая была попытка просто посчитать ссылки. Оказалось, что этим гораздо проще управлять, чем контентом. Отказываются. Да. Следующая мысль поисковиков, а давайте-ка мы попробуем снимать статистику действий пользователя с сайта. Более популярные сайты, пользующиеся большей популярностью, наверное, надо поднимать результаты поиска. То есть понятно, да? В первую очередь, если вот не углубляться в дебри, это какие параметры?
Сайт, на который человек пришел и тут же ушел, то есть время пребывания, да, на сайте, он, очевидно, не очень хороший. Сайт, на который пользователь пришел, посмотрел одну страницу, не кликнул ни по одной ссылке, например, минуту читал, или две, он, очевидно, лучше, чем первый вариант, но все-таки не очень хороший, потому что человек, не стал лезть дальше. Да? Согласны? Давайте посмотрим на наши библиотечные сайты с этой точки зрения. Мы-то привыкли к чему? Чем быстрее человек получил нужную информацию, тем лучше. Согласны? То есть идеальная модель, когда человек только идет по ступеням библиотеки, ему прилетает нужный информационный ресурс, и он исчастливленный удаляется. Ну ладно, система статистики должна посчитать. То есть ситуация, когда человек быстро вышел, увидел, скачать, кликнул, скачал, ушел, с нашей точки зрения, я утрирую, конечно, да, с нашей точки зрения она идеальна, правда же? Мы все классно сделали. А вот с точки зрения поведенческих факторов поисковой системы это плохо, потому что она же не знает, получил человек результат. Например, для коммерческих сайтов поисковая система может ориентироваться на другие параметры. Например, нажал человек на кнопку «Купить». Понятная логика, да? Вот нажал, значит, быстро нашел, все равно хорошо. А у нас-то? Опять же, вот мы сделали библиографическое издание. Мы его в формате PDF разместили, читаем. Там страниц много, человек сидит на одной страничке и читает. А если это PDF, и он открывается в отдельном окне, или человек его скачал? Понятная логика, да? То есть вот поведенческие факторы — это, по сути дела, та самая статистика посещений сайта, которую, мы, собственно, с вами, с теми, кто присутствовал, смотрели вчера по сайту, да? И здесь есть несколько моментов. Момент номер раз. Значит, в принципе существует индустрия, индустрия богато сказано, но тем не менее существуют услуги по накрутке поведенческих факторов. То есть, представьте, да, ситуация, много студентов, есть сайт, который позволяет им немножко заработать, мы приходим на этот сайт, говорим: ребята, задача. Приходим на наш сайт, адрес, кликаем, я утрирую, примерно так, да? Кликаем по 5 страницам, переходим по 5 ссылкам. На каждой странице, не закрываем минуту, двигаем мышкой, показываем, что мы читаем. Это может стоить 5 копеек. Дальше можно усложнять ситуацию. Вот поисковики это тоже ловят. То есть вот эту накрутку поведенческих факторов, да? Значит, нам проще, потому что у нас реально есть трафик. То есть мы нужны, нас находят, у нас есть посетители, и на сайте, судя по статистике, тоже есть. Да, здесь. Есть второй, то есть, а как быть, например, сайту, который реально продает чайники в копии? Откуда у него много? Он пришел, щелкнул, купил, да, что делает? Приходится накручивать, покупать клики. Там сложная система, но в принципе, то есть для нас, как мне кажется, вот такие вещи, они не актуальны, но мы должны понимать, что такое есть. Первое. Второе. Возникает вопрос, а откуда поисковик, вот давайте задумаемся, знает о том, как люди себя ведут на нашем сайте? Нас нашли в Яндексе, человек кликнул, а дальше, по идее, поисковик человека потерял, то есть он перешел в наше пространство и там работает. Откуда поисковик берет информацию о поведении пользователя на сайте? А вы посмеетесь, коллеги. А мы сами пускаем поисковик к этой информации, когда там размещаем систему статистики от этого поисковика. Как вы думаете, почему Яндекс изо всех сил
продвигает наглядную, визуальную для счетов прекрасную систему статистики посещений. Потому что когда человек кликнул и пришел на сайт, там его подхватывает система статистики от поисковика, и, естественно, эта информация передается. Для Google это, соответственно, Google Analytics. То есть система статистики сайта от Google. То есть в определенном смысле мы сами передаем информацию о том, как ведут себя пользователи на нашем сайте. А как быть, если мы не размещаем такую систему статистики? Откуда поисковик об этом узнает? Коллеги, вот обратите внимание, мы сейчас сидим в браузере, который называется Google Chrome. Это браузер поисковика. И, соответственно, если статистика не может быть снята с сайта, она снимается с браузеров пользователей. Как вам кажется, почему Яндекс изо всех сил рекламирует свой Яндекс.Браузер? То есть это нормальная совершенно ситуация, да, ни разу не негативная, то есть собирается информация о пользовательском поведении наших посетителей на сайте. Иногда это хорошо, это благое дело, да, для нас, и в этом надо участвовать. А бывают ситуации, вот чисто формально, да, говоря, странные. Предположим, мы делаем новый сайт. Он не раскручен, посетителей мы с него не получаем, да. Мы размещаем на нем статистику, систему статистики, чтобы наконец начать считать пользователей. Но от этой статистики поисковик получает информацию, что на этом сайте нет посетителей, и они никак по нему не ходят. То есть пользовательская активность минимальная. Соответственно, мы с вами продвигаемся в результатах поиска, может быть, не так быстро, как могли бы без. Для раскрученных сайтов известно, все нормально. С этим сориентированы, да, то есть поведенческие факторы, время пребывания, глубину просмотра, пути по сайту. То есть мы стараемся ловить, во всяком случае смотрим статистику, это точно так же для нас важно, как частота ключевых слов, но и меньше важно, но важно все равно, как наличие внешних ссылок на нас. Да. То есть без этого вот комплексно продвижение сайта, оно, ну как сказать, не то, что невозможно, оно возможно, но во многом происходит случайно, просто потому что мы находимся. Да. Теперь вопрос следующий. А как же, собственно говоря, нам с вами, по каким запросам нам находиться? То есть мы с вами вот в общих чертах, да, крупноблочно наметили, что примерно нужно для того, чтобы находиться. А по каким запросам нужно-то? Потому что, вы согласитесь, самый лучший способ это выбрать самый неконкурентный запрос, по которому больше никто и не может находиться. Если сказать, ну смотрите, по нему же вы первый, что вы хотите? Поэтому нам надо выбрать еще и правильную группу запросов. Здесь тоже все очевидно, но для тех, кто сталкивается. Для тех, кто не сталкивался, я немножко покажу. Каждый поисковик, он имеет сервис для подсчета частоты запросов. Значит, в Яндексе WordStat, Яндекс.ру. Вот так это выглядит. Чтобы им пользоваться, им может пользоваться вообще любой человек. Для этого надо иметь почту на Яндексе. Соответственно, чтобы этим пользоваться в Гугле, там немножко по-другому вызывается, надо, соответственно, иметь почту на Gmail. То есть надо авторизоваться. Больше, собственно, ничего не надо. Это совершенно бесплатно, очень легко. Значит, WordStat, Яндекс.ру. Проверяем частоту запросов в Яндексе. Значит, смотрите, запрос по словам регионы. Запросы из какого региона нас интересуют. Мы с вами выбираем Россия,
северо-запада. Республика Коми. Я правильно, да, излагаю? Значит, меня интересуют запросы, которые приходят, то есть которые в Яндексе ищут люди, находящиеся в Республике Коми, физически. Коллеги, какой запрос нас интересует? Предлагайте, Кривлёв. Мы, например, можем выяснить, сколько за месяц человек в Республике Коми ищут, ну, например, библиотеку. Ну, это скорее так, чисто познавательно, да, потому что надо, конечно, проверять запросы информационные, которые нам интересны. Значит, мы видим 17 тысяч запросов. Вот обратите внимание, пожалуйста, коллеги. Обратите внимание, что мы видим, да? Две табличечки. Первая. Значит, библиотека. 17 200 запросов в месяц по Республике Коми. Сайт библиотеки ищет 2100 человек. Национальная библиотека 1862. Электронная библиотека 1803. То есть, формально говоря, мы можем сказать, что с точки зрения пользователя, вот такой формальный вывод, вот просто на основании статистики, да, количество желающих работать с национальной библиотекой и количество желающих работать с электронной библиотекой, они сравнялись. Вполне возможно, что это одни и те же люди. А может быть и нет. Да. Библиотека Коми, официальная библиотека. Библиотека, официальный сайт. Обратите внимание, коллеги, имя, то есть, да, наименование библиотеки, то есть национальная библиотека Коми, это всего 1300 человек при, на самом деле, довольно высоком, да, интересе к библиотекам как таковым. Из этого, кстати говоря, можно сделать выводы какие-то очень приблизительные о том, как пользователи интернета вообще воспринимают библиотечное сообщество. Ну, я бы сказал, скорее по-домашнему, да, то есть ты ищешь вот библиотеку какую, а разве какие-то бывают? Я ищу библиотеку, да. Мы с вами можем даже на основании вот такого поиска попытаться отстроиться так, чтобы мы находились даже вот по этим запросам максимально эффективно. А вот следующее, вот здесь вот, смотрите, статистика по словам запросы, похожие на библиотека, это что? Как вам кажется? Вот здесь же нет слова библиотека. На самом деле сюда выводятся те запросы, которые в течение месяца вколачивали те, кто искал библиотеку. То есть когда-то вот эта табличка называлась «Что еще ищут те, кто ищут библиотеку». Понятно логика, да? Вот здесь, смотрите, очень интересно. Мероприятие «Сценарий». 600 человек. Так. Книжный стеллаж. Мероприятие «День». 925 человек. То есть мы видим на самом деле, что структура спроса на библиотеке, то есть вообще что ищут, цифра вроде большая, но спрос совершенно не оформленный. Согласны, да? Он не структурированный, во многом хаотический. Но уже даже здесь мы, например, понимаем, под какие запросы можно закладываться, а под какие, например, наверное, не очень стоит. Барная стойка, да. Коллеги, поскольку здесь довольно много запросов про мебель, я так сильно подозреваю, что за текущий месяц, вот за истекший, да, то есть были какие-то вот вопросы, связанные, там, может быть, с оснащением, может быть, там, еще с чем-то, да. То есть, смотрите, довольно много мебельных вещей, книжные шкафы. Не обязательно это закупки библиотеки. Домашняя библиотека? Может быть. Может быть.
Вот, обратите внимание, коллеги, вот очень интересный запрос. Люди, которые ищут библиотеку, мечтают скачать в количестве 7000 человек там, да, книжки для электронных ресурсов. Ну, в смысле, для читалок, для телефонов, да. Это люди, вот это спрос, который мы с вами видим, можем оценить его в цифрах. Соответственно, если мы, скажем, вколотим запрос куда? Как там, пойти учиться, да? Немножко задумался я, восхищенно. То есть идея в чем? Вот пока он думает. Смотрите, если говорить вот совсем, то есть совсем на прикладном уровне, да, давайте попробуем что-то обновить. Значит, смотрите, несмотря на всю привлекательность запроса, мы видим на самом деле ситуацию грустную. Смотрите, куда пойти учиться? 338 запросов в месяц по всей республике Коми. Если мы с вами, например, оставим только Сыктывкар, 182 запроса. Значит, если мы с вами оптимизируемся под этот запрос и будем по этому запросу первым, мы получим максимум 182 посещения. Но есть сезонность. История запросов. Сейчас немножко переключу. Вот, смотрите. Мы с вами видим, что у запроса есть сезонность. И видим график запроса. Ну и натурально народ начинает озадачиваться, куда пойти учиться, тогда, когда, в общем, да. При этом, обратите внимание, есть пики, насколько я понимаю, они связаны с тем, что люди выбирают ЕГЭ какие сдавать, да, то есть вот начальный пик. То есть мы видим сезонность. Заметьте, я мог бы изучать, например, спрос на металлочерепицу в Сыктывкаре. И обратите внимание, коллеги, я бы структуру рынка, структуру спроса понял бы довольно хорошо. Может быть так, как ее не понимают продавцы, то есть он-то видит из-за своего продукта. А здесь мы видим в комплексе. Кстати говоря, чуть позже проверим. Да? Значит, но даже в пиках, вот, абсолютное число, это у нас в июне месяце 608 запросов. 608 запросов это делить на 30 дней, даже в пике мы с вами имеем сколько? 20 человек в день. То есть вроде как и народу много, а вроде как и, но с другой стороны, то есть вот здесь вот мы уже можем как-то оценивать в количестве, да? Нужно, не нужно. Очень интересно. Обратите внимание, вот этот график, он дает возможность корректно планировать работу. Потому что от появления на сайте новой информации до того, как он начнет искаться, если вообще начнет, проходит время, обычно это не меньше месяца, может быть больше. Да? И в этой ситуации, например, если мы хотим оптимизироваться под запрос, куда пойти учиться, путеводитель выложить, начинать работу нам надо когда? Видно, да? То есть начинать работу в идеале нужно в самом начале периода спада, чисто вот по месяцам, чтобы выйти на пике на посещаемость. Потому что выход на пике в
в топ-10 результатов поиска принесет нам много посетителей, которые принесут нам повышение поведенческих факторов. Понятна логика, да? Самое смешное, что библиограф, который реально работает в обслуживании, вот по опыту могу сказать, даже своих коллег, да, на каком-то этапе они внезапно понимают, говорят, а что тут нового? Инструменты новые, да, а подходы-то те же самые. Спрогнозировать спрос, проанализировать степень потребностей. Мы же то же самое все делаем. Да, среда другая, ну и что такое. То есть нет разницы. А все это можно делать. Если мы, например, с вами вколочим запрос, раз уж... Сейчас я прошу прощения. Раз уж мы с вами зацепились за речь, интересно. Металлочерепица, да. Сейчас нас Яндекс забанит. Не открывайся. Вот, смотрите. По словам. Металлочерепица, 380 запросов. Здесь очень интересно. Смотрите, видно, в каком аспекте пользователи интересуются вот этой металлочерепицей. Я прошу прощения, что примеры библиотечные. Виден срез спроса. Что людей интересует в первую очередь? Цена. Да? Во вторую размеры. При этом цена, она, видите, какими они словами? Кто-то ищет цену, а кто-то хочет купить. А в сумме это, простите, 100 человек. То есть это, ну, чуть больше, там, чуть меньше трети, да. Металлочерепица Сыктывкар цена. Мы видим, какую конкретно вот рисуночек волны люди хотят купить. Обратите внимание, почти никто вот здесь не ищет, как сделать из этой металлочерепицы крышу самому. То есть, если бы мы с вами делали, например, библиографическое или справочное пособие по вот этому материалу, ну, предположим, мы бы с вами понимали, про что нужно писать в первую очередь. Для жителей Сыктывкара, если мы выберем географию, например, Коми целиком, акценты сменятся. Они сменяются даже тогда, когда, например, в Питере ищешь два района, Выборгский и Подпорожский. Они вот так северо-восток, но просто Выборг это такое место, ну, как сказать, ну, можно сказать, элитное, там, земля, там, коттеджи, а Подпорожье, ну, такое вот рабочее, лесное, грибно-ягодное место. И видно совершенно разные запросы, совершенно разные интересы. Давайте посмотрим, что эти милые люди хотят. Еще. Обратите внимание, вот здесь вот видно, да, какие альтернативы они рассматривают. Гибкая черепица, то есть товар-конкурент. Поэтому внезапно, коллеги, если мы хотим, чтобы наши с вами справочные издания, например, да, вот, виды кровельного покрытия, история и современность, предположим, находили по запросу металлочерепица, мы должны добиться того, чтобы по запросу гибкая черепица мы находились тоже. Это очень хорошо работает, конечно, в коммерческих структурах, да? Потому что зачем тебе эта гибкая? Смотри, она вот всем хуже, а у меня металлическая, она классная, да? То есть такой посыл. Видите, мягкая кровля. Обратите внимание, коллеги, рубероид, например, никто не ищет. Я, в общем, небольшой специалист, честно вам скажу. Вот. Рубероид. 120 человек. То есть мы видим, насколько в Сыктывкаре менее популярна эта цифры.
То есть можно совершенно четко понять структуру спроса с цифрами, с географией, и обратите внимание, даже понять, сколько человек ищет на больших компьютерах, сколько на мобильных устройствах, сколько с телефонов, сколько планшетов. Потому что, может быть, мы по здравому размышлению сделаем отдельный сайт под какой-то запрос или группу запросов, оптимизированный только для мобильных устройств. Почему? Потому что по статистике видно, что там 90% запросов идут с мобильных устройств. А мы тут с вами будем воротить на сайте, который не умеет адаптироваться под мобильные устройства. И вот очень интересный вопрос, а кто такую вот работу должен проводить? И вот здесь, то есть, с одной стороны, вот, я вам как родным, да, то есть, с одной стороны, вроде компьютер, вроде вот IT. С другой стороны, вроде мы изучаем спрос, рынок, там, маркетологи, что ли. С другой стороны, там, библиографы, они что делают, да? Они анализируют спрос, генерируют информационные продукты. Вроде они должны. То есть я к тому, что отмахиваться вот от этого, просто не очень правильно, даже с точки зрения профессиональной. Хотя я помню всякие точки зрения. Давайте мы все-таки с вами проверим, тем более у нас время-то еще есть, давайте проверим все-таки какой-то запрос, по которому нам вот хотелось бы находиться. И мой вопрос к вам, он с подтекстом. Вы, коллеги, вы не пугайтесь, вы, так сказать, прямо в лицо, да. Я к чему, смотрите, вот, если это не вопрос, какого-то там, зал большой, да, вот вроде встал, скажи, то есть как-то, психологически напряжно. Смотрите, мы с вами сталкиваемся с ситуацией, а мы не знаем. Согласны? То, что мы посчитали вот сейчас, да, про библиотеку, про куда пойти учиться, да, это вот казалось, интуитивно правильно. Но оказалось, что это практически не приносит трафика. Хорошо. Что-нибудь из студенческой жизни. 221 показ. Реферат на тему. Значит, обратите внимание, да, здесь мы, кстати говоря, вот я грешен год или два назад написал статью, я вообще же как бы предметизатор, да, так сказать, в анамнезе у меня. Вот, а там есть очень интересная тема, вот ты даешь предметную рубрику, как правильно ее сформулировать. Вот, например, как написать, бизнес или предпринимательство? К примеру, да. То есть, и, например, в методиках, еще вот давнишних, еще которые там Кругликова писала, да, то есть давным-давно, то есть это классика, живая классика, там Виленская, Софья Константиновна, вот, там было как, например, выбираешь самый употребительный в литературе, требования, да, то есть если синонимия там какая-то. А вот что если, например, для обработки использовать вот и такие инструменты тоже. А что ищут вот живые пользователи? Вот как правильно? Вот, например, бизнес. А заметьте, вот 23 тысячи. То есть понятна разница, да, вот по слову употреблению. А теперь представьте, коллеги, что мы с вами, например, берем веб-записи. Может быть, они аннотированы, например, может быть, нет. Но в полную веб-запись мы же выводим предметные рубрики, правильно?
И все это мы публикуем на сайте. А в предметных рубриках высокая плотность ключевых слов. То есть тоже инструмент управления продвижением, ну, может быть, одним из. Вот. То есть, смотрите, получается, что формально-то говоря, формально, мы с вами, я просто призываю, да, правильно понять мои слова, то есть это никоим образом не критика, на самом деле. Поэтому, когда у меня честно спрашивают, какая структура сайта должна быть, я совершенно искренне отвечаю, а я не знаю. То есть мы садимся и начинаем проверять запросы, которые с нашей точки зрения должны быть правильными. В процессе проверки мы с вами, уточняя запросы, находим связи, пересечения и выходим на группу запросов, которые действительно люди задают. И называем вот эту группу запросов, ну все, что мы проверили, условно говоря, семантическим ядром сайта. Это такое богатое, да, понятие. То есть это те запросы, по которым на наш сайт должны приходить люди. Дальше структуру сайта мы с вами пытаемся подстроить, это просто один из путей разработки структуры сайта, да? Подстроить под имеющиеся запросы. Идея в том, что человек должен написать в Яндексе вопрос, как он его пишет, потому что у нас, вы меня только не выдаваете, да? У нас была возможность научить наших пользователей, ну и вообще, да, людей, писать запросы, как мы хотим. У нас не получилось и не могло получиться, да? Поэтому они пишут вот так, как пишут. Теперь нам надо воспользоваться возможностью понять, как они формулируют, ну и, соответственно, настраивать. Куда пойти учиться? Да? Как поступить? Я не знаю. Да. Коллеги что-то написали. Да, ну вот сейчас. Вот, да. Значит, смотрите, идея в чем? Я вот приводил вчера этот пример, могли бы проверить, сейчас немножко поживет, может чуть отмерзнет. Я приводил пример. Вот анализ запросов. Классический академический пример. Там несколько сотен тысяч запросов вот, по России в Яндексе. Слово «коттедж» с двумя буквами «Т». И несколько десятков тысяч запрос «коттедж» с одной буквой «Т». Там, ну, условно, там, 600 тысяч и там 30 тысяч, да? И вот здесь начинаешь решать вопрос. Это мы-то не решаем этот вопрос, потому что мы, как говорится, хорошо хоть коттеджи не продаем и не сдаем, да? Но вообще формально решается вопрос, а можем мы себе позволить лишаться посетителей, которые, ну, пишут неграмотно по-русски. Ну, не научили их в школе. То есть это достаточное основание, чтобы они нас не нашли? Вроде бы нет. И жалко, но это же посещаем, да? А как быть? Это значит, что мы слово «это коттедж» должны на сайте написать, значит, с одной буквой «Т», чтобы нашлось. И здесь мы решаем уже следующий вопрос. Не хорошо, плохо, нужно, не нужно, а как замотивировать появление страниц с орфографическими ошибками, ну, с ошибочными запросами, чтобы они никого не удивляли на сайте. Ну, есть несколько типовых решений. Например, специально для этого приделываем сервис вопрос-ответ. Может же человек нам на сайт написать слово «коттедж» с одной буквой «Т»? Ну, это же он написал. Логично, да? Нет, мы ему ответим уже, но слова тоже появятся. То есть мотивировка размещения контента. Сейчас
Мне кажется, Когда пишешь в поисковике, там же он исправляет ага, автоматически. эти люди упорные, они понимают, что они не позволят поисковику. Да, то есть поисковик не будет мне указывать. Ага. Вот. Значит, смотрите, вот как поступить. Что-то не очень хорошо. К сожалению. Вот, но я думаю, мы к этому вернемся. На самом деле, ведь еще и после перерыва, потому что у нас, ну, буквально, да, еще минутку. Я сейчас отсюда выйду, да. Коллеги, вот скажите, пожалуйста, может у вас, вот на сайте там 2 минуты буквально, да? Может какие-то вопросы, там, пожелания, советы, вопли души, это вполне нормально и уместно. Ну, я, собственно, для этого тут и поставлен, чтобы отвечать на вопросы. Вы не стесняйтесь. Нет? Может быть, там, ну как это, давайте спорить, давайте не соглашаться. Куда же вы? Давайте спорить, давайте не соглашаться. А когда создается новый сайт, например, когда создается новый сайт, мы отслеживали статистику со старого сайта, и она была замечательной статистикой. Она полностью устраивала, она росла. Мы ввели новый сайт, почему-то, причем странички мы оставили те же самые. Нет? Ссылки на страницы поменялись, страницы остались, но ссылки поменялись. Нет, значит, смотрите, коллеги, вот был вопрос, я коротенько, да, смотрите, что происходит, когда вы делаете новый сайт, делаете редизайн. Поисковик устроен как? Он помнит, вот эта страничка, ну, например, о нас, она содержала вот такие слова с такими параметрами, на нее ссылались те-то, на нее ходили так-то, вот частота, плотность, вот ее адрес. Например, www что-то там, косая палка, у нас, там, HTML. Вы сделали редизайн, у вас новый движок, и у вас страница у нас, вы ее скопировали, честно, текст, вставили на новое место, но назвали, например, вы ее не у нас HTML, а, ну, опять же, да, у нас PHP, ну, к примеру. То есть, это вообще расширение файла другое, просто другое, я предельно упрощаю. Что видит поисковик? Он видит, что вы злобно убили страницу, на которую он вообще приводил людей, да, то есть вы снизили факторы поведенческие. Страницы нет, то есть ее нет физически, вот той старой. А есть новый, он не понимает, что это просто новая версия вот старой страницы. И не очень хочет понять. Вот это очень важно, да? То есть он не стремится, как сказать, короче говоря, наши проблемы, да, поисковика, они вообще не волнуют. Поэтому вопрос редизайна – это всегда вопрос очень болезненный. Если трафик не рекламный, ну вы в рекламе скажете, теперь на эту страницу идите, ну и идите там на эту страницу. Если трафик поисковый, любой редизайн – это всегда проседание. Как правило, старый сайт не убирают, он висит под новым. То есть продолжает искаться, на старые странички размещают ссылки со старой на новый, отслеживают посещаемость, пытаются, посмотрим в Яндекс, Вебмастере там, ну или в Гугле, да, Вебмастере, указать, что это старая, новая страничка. То есть это работа, то есть это переезд. Это, ну, как бы, знаете, квартиру поменял, а потом тебе начинают ломиться там все, у кого в долг взял старый хозяин, и какое-то время у тебя проблемы. То есть это проект. А бывают душераздирающие вещи, не у нас, в коммерческой сфере мне рассказывали. То есть смотрят за конкурентом. Конкурент сделал редизайн. А эти ребята, им радоваться бы, а
откусить кусок рынка, пока там просел. Они говорят, нам тоже надо, мы ж не хуже. Они делают, уравнялись. Конкурент начинает платить деньги за рекламу, чтобы вот это проседание компенсировать. Не мониторят, а реклама пошла. Нам тоже надо. Получается прекрасно. Вот. Так что... Смотрите, что-то явно не очень хорошо. Ну да, сломали Яндекс. Да. Мы сделали это. Значит, смотрите, мы с вами, видимо, все-таки сломали временно. Смотрите, мы с вами и в Яндексе, и в Гугле мы можем мониторить запросы. Это вот один момент, анализировать спрос. Ну и, собственно говоря, пытаться подстроиться к нему. Да. Но обратите внимание, например, в поисковики они крайне, как сказать, неэффективно, что ли, работают с соцсетями. То есть изначально поисковая система это то, что ищет на сайтах. Да? Если мы с вами начнем анализировать особенности работы поисковой системы в соцсетях, мы поймем, что функционал чрезвычайно ограничен. Мы сейчас с вами посмотрим, например, сервис. Ну вот, например, смотрите. Вот есть всем знакомый Google, да, вот у него есть рисуночек маленький, называется он Google оповещение. Не сталкивались, нет? Вот, опять же, ничего нового я, естественно, не скажу. Идея в чем? Мы с вами, например, вот, Google Alert. Видно, да? Вот, на самом деле тот же самый запрос, то же самое окошко, и, например, мы с вами можем колотить запрос. Ну, например, прошу прощения. Смотрите. Что мы делаем? Мы с вами вколачиваем запрос, поисковик ищет, а дальше мы с вами можем настроить, где нужно искать, как часто проверять, например, не чаще, чем раз в день, или по мере появления результата. Источники поставить, например, только видеохостинги, язык русский, страна, предположим, все страны, все результаты. А дальше, смотрите, коллеги, вот здесь я могу вколотить адрес своей электронной почты, вот здесь вот мы уже вошли, внезапно под чьим-то аккаунтом, да, по умолчанию. А дальше мы можем сказать, создать оповещение. Что будет происходить? Нам с вами на указанную почту будет с указанной регулярностью приходить оповещение о том, что вот этот термин стал встречаться. То есть новости. Мы можем ввести название нашей библиотеки, да, нашего проекта, мероприятия. И таким образом быть вроде как вот в курсе, да, то есть нам будет просто приходить оповещение: о, появилось в поисковой выдаче вот это, в принципе, удобно. Неприятность заключается в чем? Неприятность заключается в том, что, во-первых, нам нужна большая частота. Во-вторых, в списке источников
Вот здесь. Мы с вами, например, увидели некий раздел блоги, но мы, например, не увидели сайт, условно говоря, там, ВКонтакте, да, ВК. То есть искать только ВКонтакте. Кроме того, мы же с вами понимаем, что когда мы говорим о соцсетях, люди могут писать, не искать, а писать совершенно специфическим образом. Но вот классические примеры, которые приводятся, да, например, человек может написать: был бы дешевый, взял бы, а так нет. Что это значит? Это значит, это слишком дорого для меня, я не куплю. Но с точки зрения информационного поиска, просто поиска по ключевым словам, мы видим здесь слово «дешевый». И если начать искать автоматически, то мы вполне можем сказать, что большинство пользователей интернета говорят о том, что новая последняя модель айфона дешевая для них. Был бы дешевый, купил бы. А так нет, не куплю. Да. Классические вот обороты, да, живого языка. Там, я думал, он хороший, а он вон какой. Там про преподавателя, давайте так напишем. Да. Опять же получается, что Иванов, он хороший. Просто два слова найдутся по этому запросу. Хотелось бы, чтобы такие возможности у нас были уже вот непосредственно в поисковике, то есть внутри. Да. И вот с вами мы сейчас попробуем посмотреть на поисковики, которые умеют искать и анализировать именно в соцсетях. Что бы хотелось получить? Зачем это нам нужно? Во-первых, нам интересно, как часто наши продукты, наши услуги, наша деятельность до нас, персонально нас, в конце концов, упоминают в соцсетях, ВКонтакте, Одноклассниках, еще где-то. Хорошо пишут, плохо. Потому что, смотрите, если, например, меня упоминают 5 раз в месяц, к примеру, то я уж как-нибудь сам глазами посмотрю, меня ругают или хвалят. А если меня упоминают гораздо чаще, кто будет отсматривать? Понятно, да? Вот, это с одной стороны. С другой стороны, может возникнуть необходимость, вот какая. Мы с вами в wordstat.yandex.ru что искали? Как ищут, да? И собирались подстраиваться под то, как ищут. И вроде бы все так решили, что, может быть, эта мысль и новая, но вообще это логично. И даже посмотрели, как это делается. Но давайте посмотрим на ситуацию иначе. А как вам кажется, что начинают делать раньше? Искать в Яндексе, или Гугле, или писать, например, ВКонтакте или в Фейсбуке. То есть, понятная логика, да? Что первично? И, наверное, здесь мы общего ответа не найдем. Как говорят математики, в общем случае задача не имеет решения, да? То есть в частных и нет. То есть мы можем сравнивать, например, по коме. По коме. Давайте посмотрим. Сначала пишут, потом ищут, или сначала ищут, а потом пишут. Или это происходит вообще, не в порядке, а параллельно. Можем сравнить. Но для этого нужно иметь так же, как для анализа WordStat мы использовали для анализа запросов. Давайте попробуем посмотреть, что происходит в социальных сетях. Потому что огромный сегмент. А у нас очень часто же как бывает, мы только начинаем обдумывать, как нам находиться в поисковиках. А этот вопрос уже обдуман, где-то, да, не в нашем секторе решен, и сейчас, в общем, решается, то есть не отстать сильно. Есть довольно много сервисов, которые умеют это делать. То есть искать в социальных сетях. Сейчас мы посмотрим примерно такой средний бесплатный импортный сервис, чтобы было понятно, о чем идет речь.
Вот, смотрите, на первый взгляд поисковик поисковиком, правда? Переводить не надо. Значит, казалось бы, поисковик, смотрите. Значит, я пишу. Значит, я буду искать слово библиотека в соцсетях. Везде, в блогах, в микроблогах, в сервисах социальных закладок, в картинках, на видео давайте искать везде. Сейчас он подумает и, видимо, примет решение. Значит, смотрите, что произошло. Результаты за последний час. Мы нашли 170 упоминаний в социальных сетях. Вот, обратите внимание, в основном это Твиттер. Со словом «library». Мы видим статистику, что в соцсетях за последний час, обратите внимание, я ищу, последнее упоминание 2 минуты назад. Видно, да? Сейчас я объясню, почему англоязычный. Потому что он русский язык не понимает. Совсем. То есть он умеет работать с соцсетями, например, там, ну, с Твиттером, да, с Фейсбуком, но русский язык он не понимает. То есть здесь видно, что бы мы хотели получить. Понятно, да, постановка вопроса? Но при этом, например, для импортных каких-то материалов, публикаций, для работы с иностранной литературой, пониманием, про что пишут, мы можем пользоваться. Значит, смотрите, что он у нас посчитал? Сколько примерно, значит, упоминаний библиотек в соцсетях в среднем, когда последнее упоминание, сколько авторов, то есть человек, писали, сколько раз сообщения со словом библиотека ретвитнули, то есть, да, поделились. Смотрите, автоматически посчиталось позитив, нейтраль и негатив, ни одного за последний час негативного отзыва по библиотекам. 2 позитивных. Можно кликнуть и посмотреть, что это за отзыв. Вот они. Да, просто пока визуально. Топ ключевых слов. Какие еще слова вот рядом с library за последний час пишут. Обратите внимание, там почему-то Бирмингем. Значит, можно почитать, может быть, там какой-то вот за последний час события, мероприятия, да. Коллеги, на первый взгляд, вот то, что мы здесь сейчас смотрим, оно как бы к нашей реальной работе, ну, потому что англоязычное, не имеет никакого касательства. Просто показывает, как это могло бы выглядеть. И смотрите, что интересно. Вот эту информацию мы можем выгрузить себе либо в виде потока, например, на сайт. Мы можем настроить уведомления на mail, например, про нашу библиотеку или про меня лично, вот за последний час, только негативно. 2 негативных упоминания. Да, 150 хвалили, мне это не очень важно, мне надо отработать с негативом. Обычно пример приводят какой-то, чисто такие вот, ну, Москва, там, Питер, да, ты пришел в кафе, заказал кофе, сидишь, ждешь, полчаса не несут. Ты молодой, продвинутый, берешь телефон, планшет и пишешь, сижу там, ну, название компании, ну, там, название кафешки, да. Сижу полчаса, жду, кофе не несут. Идея в чем? С помощью такого сервиса центрального условия автомата идет живительный пинок на точку продаж, кофе быстро валят, приносят конфетку шоколадную в подарок от заведения, говорят, вот, извините, задержались, у тебя негатив вроде как там размазался, да. Вот, ну, то есть какие-то такие смешные вещи. Здесь у нас вот есть возможность и выгружать статистику, вот, например, топ ключевых слов, лидеры мнений, кто про это пишет, какие хэштеги, ну, ключевые слова, да, в пересказе на русский язык ставят, и кто про это чаще всего пишет. Твиттер, ну, вот это, да. Значит, есть ли что-то русскоязычное? Значит, есть, к сожалению, ну, в бесплатном режиме немного. Я, с вашего позволения, немножко отниму вашего времени, покажу, как выглядят русскоязычные вещи.
аккаунт войду и просто посмотрим, это уже как бы вот русскоязычное. Смотрите, тема-аккаунт, библиотечная тематика, вы уж извините, мы чуть позже сделаем библиотечную. Ну вот, например, что-нибудь близкое, да, к аудитории, вот косметика, рецепты бабушки Агатки, да. Значит, что мы делаем? Мы мониторим упоминания по набору ключевых слов в социальных сетях. Это может быть все, что угодно. Кто писал про мероприятие, проходящее в городе, кто писал в данном случае про бренд какой-то, да? Кто про книжку писал, кто цитировал стихотворение, да? Все, что угодно. Значит, смотрите, что мы видим? Обзор. Мы видим упоминания с эмоциями, позитивные и негативные, нейтральные, за какой-то период. Да? Вот смотрите, в основном нейтрально. Негативно село почти 8% ругают, 19% хвалят. Ну, за время периода. Рядом с кем упоминают, видите, вот два конкурента определилось, черный жемчуг, чистый вид. Обратите внимание, частотность слов, то есть когда упоминают, в нашем случае, вот эту бабушку Агатку, да, несчастная, рядом с какими словами люди про это пишут. Мы с вами смотрели, рядом с какими словами люди про что-то ищут, а здесь мы видим, про что пишут в соцмедиа. Если мы с вами сравним две таблички, мы разберемся, откуда вот здесь табличка будет, сейчас я покажу, да, мы поймем, что на самом деле для каких-то запросов ищут и пишут одинаково, то есть одними и теми же словами интересуют одни и те же вопросы, а в каких-то нет. То есть информационное предложение, информационный спрос расходятся. И мы с вами можем найти сегмент, куда можем вклиниться со своими услугами. Да? То есть люди хотят найти одно, например, вот в том самом социальном сегменте интернета, где все пишут, самовыражаются, краеведов очень много, кстати говоря, да, то есть в соцсетях, там, фотографии, путешествия какие-то там. Про что? Это мы с вами смотрим инструмент. Смотрите, мы видим, кто пишет. То есть лидеры мнений, смотрим, сколько человек прочитал эту информацию. Например, мы видим, что написал один человек, и вроде, отругал, а подписчиков у него там 1500, вот еще. А мы можем, да, и это тоже надо отделять. Вопрос, для чего мы этот инструмент хотим использовать. Если это инструмент маркетингового анализа, вот это называется SMM, да, социальное, управление социальными коммуникациями, медиа менеджмент. Да? Вот. А если же мы это используем как некий инструмент для анализа информационного спроса и предложения, мы можем это использовать для уточнения семантического ядра сайта. Про что хотят найти, про что пишут, в каких аспектах пишут. Вот. А здесь, конечно, мы видим, кто вполне возможно, что это совершенно разные люди, а может быть один и тот же человек. Например, кто-то, видите, в Твиттере, кто-то в ВКонтакте. Давайте посмотрим, например, вот вкладочку «Люди». Вот в каких группах ВКонтакте это пишется? Кто конкретно? Можем кликнуть, перейти на группу. Или на человека. Видите, вот здесь сразу видно, что человек просто торгует, да, Здесь есть вкладочки. Обратите внимание, можно выбрать за какой период, например, за день. Скажем, у нас начинается мероприятие, и мы можем начинать мониторить, к примеру, вот прямо сейчас, сначала, что кто-то, может быть, в режиме реального времени что-то пишет, фотографии выкладывает. Да? Вот свои на фоне, селфи. Да? Обратите внимание, можно отфильтровать, например, только позитив, только негатив. Заметьте, это мы не сами расставляем, система расставляет. Темы. Видите, вот рецепты-то они, оказывается, коллеги, вам детализацию вообще ББК не напоминает? Нет? Это не значит, что эти
ребята используют там детализацию раздела ВПК. Нет, просто ВПК, ну, как любая классификация, да, научная, она скрывает взаимодействие там, в деятельности или взаимосвязь предметов, да, что во что относится. И здесь мы видим, что когда тематика скрывается, она вскрывается по такой же схеме, иерархии. Да. И мы с вами можем, например, выбрать более узкий раздел, значит, что пишут только вот про него. Ну, в нашем случае, там, только, ну, не знаю, про зубные пасты. Да. Вот. Видите, довольно много упоминаний. Можно посмотреть еще. Да. И, смотрите, это вот люди. Просто а кто про нас пишет? А кто вообще пишет про краеведение часто, а кто комментирует, а сколько человек вообще это читает? А про что? Что это? Вполне возможно, это будет что-то совершенно новое для нас. Да? Вот. И есть запрос слова. Смотрите, упоминание. Смотрите, вот видите, текст, что упоминалось, с какими тональностями, сколько комментариев. Видите, это вот будет комментарий к какому-то посту. Мы с вами можем, например, посмотреть на видео. Только негатив. Видимо. То есть, сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Задумчивость. Вот, то есть, например, мы можем видеть какие-то другие запросы. Каждый из этих запросов, ну, в основном слова, частотность. Давайте посмотрим. Вот смотрите, у нас, по сути дела, типовой пост. Вот про что пишут в соцсетях, когда пишут про это. Вот так вот он выглядит. Соответственно, это сейчас попробуем. Типовой негативный пост. Обратите внимание, то есть на что жалуются, попробовал, рекомендация, подходит, там, не подходит, да. А вот, например, только позитивные. Визуально не очень привычно, правда? Чем крупнее, тем чаще упоминается. Чем крупнее и жирнее, чем чаще упоминается. Так называемая это такая форма представления на сленге интернета называется облако тег. Это не теги, это не облако, но вот визуально. А мы можем с вами, смотрите, опуститься ниже и просто посмотреть частотность слов, то есть опять спуститься к тому подходу, с которого мы с вами начинали. Только там мы анализировали частотность слов на конкурирующих, условно конкурирующих сайтах, а здесь, например, мы смотрим частотность слов аудитории, которая не ищет, а интерес свой проявляет в говорении, а не в поиске. Это же тоже интересно. Правильно? Вот. Такой вариант. Единственная неприятность, ну, для нас с вами, это вот платность этого сервиса, вот мы делаем, да, есть русскоязычный сервис, ну, бесплатно. Угадайте, как он называется? Он называется Бабки.ру. Я просто пытаюсь, ну, комплексно, да, в системе показать разные возможности. Прекрасный дизайн, правда? Бабушки, лавочки, все как положено. Смотрите, тарифы. Бесплатный тариф, значит, источник сообщений ищет все объектов мониторинга. То есть на одном аккаунте мы можем настроить два объекта мониторинга, ну, как бы сохранить два поиска, да? Значит, до 3000 сообщений на объект в месяц. И ретроспективно, если мы сейчас создадим обзор, он отсмотрит только 1000 сообщений. Ну, ограничение. Я уже зарегистрировался.
Я поэтому просто войду. Там все довольно прозрачно и мы попробуем эту прозрачность реализовать. Сейчас одну секунду. Вот. Смотрите, мы с вами мониторим, ну я сделал просто, да, два объекта мониторинга. Мы можем, всего можно два. Мы можем с вами стереть любой и начать новый. Ну, на новом аккаунте, соответственно, просто два нуля. Вот я тут грешен, пытался мониторить, что пишут в соцсетях про букеты из фруктов. Это такая вот модная фишка, да. Говорят. Значит, как это выглядит? Смотрите. Вот я вошел внутрь объекта мониторинга, вот у нас есть отчет. Значит, он отловил за период, например, за сегодня, он отловил 19 сообщений. Это все работает автоматически, естественно, да? Смотрите, он отловил 19 сообщений на ВКонтакте. Тональность, скорее всего, никакая, она определить не смогла. Теоретически она пытается, эта система, выцепить еще из профилей пишущих, ну, какие-то параметры автора, там, возраст, пол, да. Ну, люди же пишут в соцсетях. Вот. Не получилось у него, поэтому давайте позвоним. Посмотрим, что это за сообщение. Ну, вот видите, он нашел какие-то в 1.45, в 1.08. И нашел ВКонтакте упоминание вот этого понятия. Мы можем это редактировать. Как это выглядит? Смотрите, вот я называю объект наблюдения каким-то образом. Ну, например, я мониторю отзывы о нашем библиографическом издании, которое мы выложили в интернет или распространяем. Я могу указать сайт, на котором это размещено, могу не указывать. Тогда ссылки на этот сайт, на этот раздел тоже будут учитываться. Ключевые фразы. Какие слова нам нужно ловить в сообщениях пользователей, чтобы они проинтерпретировались как про нас. Как видите, здесь я вот букет из фруктов, фруктовый букет. Ключевых слов можно много придумывать. И вот здесь опять работает то, что мы с вами смотрели по статистике запросов. А как они это могут писать? Как они это могут назвать? Мы же не знаем. Правда же, да? Поэтому, исходя из своих точек зрения, исходя из анализа поиска в соцсетях или еще где-то, мы с вами, да, вот видите, можем добавлять другие слова. Дальше мы можем добавлять минус в слова и фразы. Ну, например, условный пример, опять же, я краевед, да, и вообще я интересуюсь, например, дорогами Ленинградской области. Потому что меня бродил, что он инженер-дорожник, ну, один, да, он строил, действительно строил дороги разнообразные, но кроме железных, но не железнодорожных. И смотрите, как вот выловить, да, любые упоминания про дороги. Я могу написать просто дороги, тогда, очевидно, найдутся и железные дороги, что мне нужно. Я могу начать перечислять дороги грунтовые, клинкерные, там, еще какие-то, да, вот. В Питере, кстати говоря, совсем недавно еще можно было увидеть в Коломне кусочек тротуара, замощенного кусками дуба. Они были такие вот загороженные в угле дома, в углу дома, прошу прощения, можно было видеть, которые втрамбовывали как плитку, да, как будто было 1,5 квадратных метра, я еще застал. Там просто люди не ходили, это было под крышей, и вот оно осталось. Такие интересные факты. Ну вот,
Могу, например, написать, искать любые дороги, а стоп-слово, минус слово, железные. Вот когда дороги железные, вот мне не интересно. То есть мы можем поиграться и помониторить. Стоп-слова можно тоже добавлять, собственно, всего. Можно мониторить какие-то новостные ленты сайтов при желании, можно этого не делать. Собственно, все, дальше я говорю, сохраните объект мониторинга, он начнет формироваться. Видите, вот подловлено 4000 сообщений, аудитория 9000, и здесь 6000 сообщений, аудитория 167 000. Это какое-то учебное заведение, да, условно. Заметьте, это не поиск в интернете по сайтам, это мониторинг, по сути, в режиме реального времени социальных сетей. Групп, постов, перепостов и вот прочего, да. То есть мы их просто находим прямо в реальном времени, отсматриваем, анализируем, можем строить графики, принимать, опять же, какие-то решения. Например, очень удобно отслеживать, распространяется ли наше сообщение, которое мы разместили в соцсетях, скажем, вирусно. То есть сами люди его там друг другу передают, или могут разместили, и оно, собственно, там осталось на том же месте, не создавая практически там такого серьезного просмотра, да, трафика за счет перехода. То есть, если поставить задачу, видите, мы с вами можем мониторить и отслеживать не только ВВВ-сегмент, то есть сайты, в которых мы, собственно говоря, уже, вроде как понимаем, как надо работать, работаем и присутствуем. Ну и, в принципе, даже совершенно с нулевым бюджетом, пусть и функционал не очень большой, мы можем пользоваться вот таким сервисом, да, для того, чтобы анализировать соцсети. Сориентировать, да. Вот, вообще-то говоря, возможностей работы в соцсетях не обязательно ВКонтакте. Тут надо смотреть, какая социальная сеть там более популярна в регионе, да. Это не всегда контакт, иногда это одноклассники, то есть разные группы социальные, там, возрастные, образовательные. То есть и здесь тоже возникает масса возможностей, потому что, например, существуют такие вот программки, класс этой программы, называется это программы управления взаимоотношениями с клиентами, CRM-системы, которые, скажем, позволяют очень упростить и ускорить работу с людьми через социальную сеть, просто вот ускорить. Там типовые ответы на вопросы можно настроить, да, то есть если у тебя 20 человек спросили за минуту, можно довольно быстро ответить каждому персонально, как бы такие вещи. Да. Вот. Но в то же время мы должны понимать, что и социальные сети, и, собственно говоря, поисковые системы мы можем использовать не только как средство поиска, размещения и коммуникации, но и как инструмент для размещения рекламы. То есть просто покупать или показы, или переходы на наш сайт, нашу группу или наш ресурс. Любой. Значит, иногда, чисто вот организационно, юридически это там невозможно сделать, да, или очень сложно, затруднена, да, вот чисто юридические взаимоотношения. Иногда неприятие вот этого метода, этого способа, оно связано не с тем, что там сложно, знаете, юридически, да, правоотношения, например, с контактом платителем за рекламу, просто потому, что есть недопонимание, сколько это может стоить. Потому что мы, например, понимаем, что если переход будет стоить рубль,
то, в общем, 100 человек по цене 100 рублей, ну, организационные вопросы остаются как бы за кадром, да? То есть это не всегда дорого. Но очень часто мы еще с вами забываем, очень часто мы забываем, что мы можем использовать интерфейсы для настройки именно рекламы для анализа целевой аудитории. Точно так же, как мы запросы, анализируя, пытались понять, смотрели, да, кто эти люди, что они ищут. Например, с помощью социальных сетей мы сможем ответить, а сколько их вообще, вот этих людей. Вот в городе достаточно, например, ценителей средневековой нумизматики. Вот потенциально вообще они есть, сколько их? А они кто? Какой их возраст? Какое образование? Понятно, да? Поэтому мы сейчас с вами, с вашего позволения, попробуем посмотреть на это, вот я с вашего позволения авторизую. Может быть, это всегда такой вопрос. Сложно. Видимо, значит, ну вот смотрите. У нас есть раздел, вот реклама. Реклама будет показываться, это если мы ее захотим купить. Мы не захотим, мы используем эту возможность для анализа аудитории. А заодно посмотрим, сколько это будет стоить. Мне интересно. Вот здесь будет показываться реклама. Значит, если у вас на страничке реклама не показывается, то мы идем сюда, говорим настройки, говорим меню сайта, настройка и включаем показ пункта меню реклама в настройках. Вот видите? Вот он у меня включен. Если вы рекламу никогда не давали, то, скорее всего, у вас просто пункта не будет. Хотя возможность всегда сохраняется. Кликаем. Значит, обратите внимание, у нас с вами вот появляется такой интерфейс. Мы с вами можем создать объявление, посмотреть существующие. Вот я честно потратил 247 рублей и показал рекламу 32 тысячам человек. Заодно очень четко понял, кто из аудитории хочет, а кто не хочет получать дополнительное образование в области диджитал-маркетинга. То есть за это можно заплатить 247 рублей. Мы с вами не будем редактировать рекламу, мы с вами создадим объявление. Коллеги, сталкивались с этим, нет? Понятно, почему мы к этому вот перешли, логика изложения, да? На всякий случай сообщаю, что мы с вами можем, как бы не уметь этого делать, это несложно, но при желании. Но должны понимать, что реклама нам будет показываться, когда мы сидим в ВКонтакте. Так? И надо понимать, по каким принципам она показывается, нашим детям тоже. То есть, каким образом это работает. Это в любом случае, даже на общекультурном уровне, полезно предполагать. Значит, смотрите, что мы можем рекламировать? Пока мы ничего не хотим, но возможности. Например, мы можем рекламировать группу нашей библиотеки. Что это? Человек, кликнувший, будет приходить в группу. Мы можем рекламировать запись в сообществе. Например, в группе у нас есть запись. Приглашаем всех на мероприятие. Человек будет попадать именно на эту запись. Мы можем с вами, например, сделать приложение. Вот я
на входе в библиотеку увидел совершенно прекрасную инсталляцию, возможность из разных картинок собрать вот здесь вот справа. Прекрасно. А давайте мы, например, подумаем о том, как можно было бы сделать игру для мобильного устройства с такими же картинками. Ну, это же здорово, правда? Все эти читатели скачали. То есть мы можем сделать на страничке ВКонтакте вот такое приложение. То есть это технически возможно, для этого даже не надо быть вполне программистом. И внешний сайт. Самый классический вариант, когда мы людей из контакта приглашаем на внешний сайт. Окей. Давайте мы с вами прошу прощения, случайно стучался в админку. Значит, смотрите, я хочу рекламировать вот эту страницу. То есть люди будут видеть какую-то рекламу, предположим, будут кликать. Моя задумка в том, чтобы они приходили на эту страницу. Как это происходит? Ставлю на это. Появляется кнопочка «Открыть». Мы проверяем, тот ли сайт, та ли страница открывается. Отображаться будет замечательно. Продолжим. Дальше мы оформляем текст объявления. Вот смотрите, то есть выглядеть оно должно примерно так, вот как мне показывается реклама. То есть вот такой текст. То есть у него есть картиночка, заголовок, гиперссылка и, соответственно, текст. Смотрите, изображение и текст. Я даю здесь, вот, видите, печатаю ограниченное количество символов. То есть мы с вами можем добавить заголовок размером 33 символа. Я это к чему? На первый взгляд очевидная вещь. Мы с вами пишем текст для названия страницы, для сайта. Но если мы захотим эту страницу рекламировать, например, в Яндексе или, например, в ВКонтакте, мы должны понимать, что длинную вставить технически не получится. Это значит, что надо либо продумывать, как текст рекламы будет выглядеть, да, то есть, а если это официальное мероприятие, то и согласовывать с руководством, с партнерами, с рекламодателем, со спонсором, да, вот лучше сказать. Потому что это может быть принципиальным вопросом. Только 33, видите, вот он больше не позволяет вставить обрезок. Теперь текст. Опять же, на самом деле это совершенно классическое требование к библиографу. Коллеги, у нас на описании есть 70 символов, считая пробелы. А давай... Знакомо, правда? Я еще помню время, когда вот библиотечные системы были ограничены там, в каких-то полях по длине поля, и ты вот крутись, вертись как хоша, уложись. Да. Ну, предположим, давайте мы с вами вот попроще сделаем, мы с вами скопируем текст, попробуем вставить. Обратите внимание, вот такая длина. Я к тому, что мастерам аннотации есть где приложить свои усилия. На самом деле это очень востребовано. Сформировать заголовок так, чтобы он уложился в длину, да. Сформировать описание. То есть это совершенно прикладная, частная задача, но вы попробуйте сформулировать. И вот здесь может быть картиночка, вот примерно такого размера. Есть кнопочка «Загрузить изображение», да? Есть правила к картинкам, которые мы можем для иллюстрации использовать, и технические требования.
Соответственно, мы выбираем файл, из компьютера загружаем любую картинку, которую мы заранее выбрали, подготовили. Да? Опять же, очень плохо, коллеги, если мы с вами будем учитывать, что вот эти картинки, они могут транслироваться в соцсети. А также неплохо проверить, является ли эта картинка уникальной. Вы умеете проверять уникальность картинки, коллеги? Нет, ну это совсем такая вещь. Ну, давайте так попробуем. В этом нет вообще никакого ноу-хау. Google уже довольно давно умеет искать картинки по примеру, аналогичные картинки. Да. То есть что я сделал? Я взял эту картинку, вот так вот, просто прижал мышкой, перетащил в Google, вот просто, видите, я не отпускаю левую кнопочку, и бросил сюда. Подрастающее поколение из продвинутых так проверяет своих товарищей, которые после отпуска, знаете, много-много фотографий. Я на фоне там того, я на фоне сего, а вот я на фоне там Эйфелевой башни. Давайте-ка посмотрим, много ли таких картин. Вот. Соответственно, видите, он нашел. Можно посмотреть, откуда взята картина. Да. То есть, говоря о картинках на сайте, вот именно о картинках, мы говорим примерно то же самое, что мы говорим о тексте. Да? То есть желательно, конечно, да, с одной стороны, интеграция с социальными сетями, то есть возможность там публиковать их, ну и, понятное дело, там уникально. Предположим, изображение вы загрузили. Дальше смотрите. Объявление, вот внезапно рекламная кампания нами уже создана. То есть, в принципе, можно ее сохранять и запускать, ну, немножко денежек положить. Видите, вот здесь внизу он нам пишет, сколько будет стоить переход, то есть клик по этой рекламе от 22 рублей. 71 тысяча человек. Как он посчитал? Вот здесь начинается интересное. Кому показывать рекламу? Реклама в социальных сетях называется таргетированной. От слова прицеливание, таргет, да, таргет-группа, целевая группа. Почему? Потому что она позволяет прицелиться очень четко в ту целевую аудиторию, которая нам интересна. И даже если мы не заплатим и не будем крутить рекламу, мы поймем объем целевой аудитории, которая нам интересна. Сколько их. Понятно, да? И, в принципе, мы можем вот здесь вот загрузить изображение, прокрутить дальше и сказать, все, запускай рекламу, она будет показываться всем посетителям контакта. Но нам же этого не нужно, правда? Давайте посмотрим, как можно таргетировать. И всегда вот здесь, обратите внимание, справа будет показано, сколько стоит в среднем клик. И тогда, например, мы будем понимать, сколько сотрудник, который привлек аудиторию на сайт за счет внутренней оптимизации, сэкономил корпоративных денег. Потому что так им пришлось за это заплатить. Логично, да? Первое.
Так видно, коллеги? Выберите тематику. Значит, мы выбираем тематику нашего объявления. Про что? Когда мы выберем раздел, этот раздел, контакт автоматически сузит целевую аудиторию, да, то есть наложит первый фильтр, как бы кому это интересно. Может быть. Ну, давайте мы с вами скажем, это будут туризм и путешествия. Подраздел это будет, например, отели и услуги трансфера. Мы с вами по какой-то, коллеги, вы меня можете критиковать, это просто условный пример. Мы по какой-то причине, для нас логичный, посчитав, мы решили на самом деле, что на сайте библиотеки, я не говорю, что так надо делать, да, ну, так игра такая, да, мы решили, что нам нужно быть путеводитель, описание отелей, ну, вот нашего региона. Это будет хорошо для тех, кто приезжает к нам. Мы, предположим, приняли такое решение. Возможно, оно неправильное, вот не обязательно принимать. Выбрали. Видите, количество не изменилось. Возрастная маркировка, то, что будет на рекламе отображено, нам это не интересно. География. Россия. Сейчас, прошу прощения. Традиционно. Вот, обратите внимание, мы понимаем, что вот эта информация для российских пользователей это 147 миллионов человек, то есть наша аудитория. Мы ее пока никак не ограничили, только 147 миллионов человек. Дальше, смотрите, мы можем указать города и регионы. Например, Россия. Ну, давайте посмотрим. Коми республика. Реклама будет показываться только тем пользователям контакта, которые сами да, физически находятся на территории республики Коми. Можно перечислять по-разному, скажем, указать несколько городов. А можно, например, написать Коми республика 658 тысяч человек. За исключением Сыктывкара 397 тысяч человек. Понятно логика, да? Демография. Меня интересуют мужчины. 194 тысячи человек. Меня интересует возраст от 20 до, например, 30 лет. 58 тысяч человек. Коллеги, у скольки жителей Коми, за исключением Сыктывкара, сегодня день рождения? — 150 человек. А завтра? — 110 человек. А в течение недели. Зачем это делается вот здесь? Это платформа для размещения рекламы. Мы ее сейчас используем для того, чтобы попытаться понять, провести социологические исследования, по сути дела, вот здесь, в своем родном контактике, на своем аккаунте, бесплатно. Это делается для чего? А мы вас приглашаем в библиотеку в ваш день рождения. Потому что сегодня, там, не знаю, к тому же день космонавтики. Я примерю. Да? Понятное дело, что в коммерческом там совершенно другие подходы к этим вещам, там вам персональная скидка, вот эти все прелести, да. Но мы с вами можем манипулировать этой информацией, а если будем ее соединять со всем остальным, что мы взяли из интернета, у нас появляются совершенно потрясающие, ранее недоступные возможности. Это еще не все. Например, мы можем выбрать там, мужчин, 58 тысяч человек со статусом, не женат. Коллеги, вот очень важно. С одной стороны, мы считаем, да,
Мы видим сколько. Сейчас чуть позже спустимся, будет гораздо интереснее. А на самом деле это все, как сказать, запросы, которые сужают аудиторию, которые мы, как рекламодатели, можем показывать рекламу. То есть, когда мы накладываем один из фильтров, мы говорим, вот только этим показывать, вот этим, вот только тех, кто написал в статусе такое, и тем, у кого день рождения будет в течение недели. Вот смотрите, их может быть вообще 5. В идеале можно сделать ситуацию, когда, например, реклама будет показываться, ну, например, моему непосредственному руководителю персонально. И он будет видеть объявление, что такой человек, как я, он, в общем, так требуется вообще везде, где только можно, а потом я приду к нему, попрошу немножко добавить зарплату. Но ведь мы же все входим в контакт только под своим аккаунтом, да? Поэтому человек, который видит контакт и видит, что реклама постоянно светится, он считает, что она, наверное, всем показывается, уже других аккаунтов не видит. Реклама показывается только ему. Ну, я утрирую немножко, ну, понятен фактор, да. Большинство из нас привыкли к тому, что чем более массовое мероприятие, чем больше людей, ну, например, народные гуляния, да, тем больше как лучше. Вот статистика, больше пришло, отлично. Здесь, в интернет-среде, очень важен совершенно другой подход. Максимальное узкое таргетирование, то есть прицеливание, и формирование предложения именно для этой узкой группы. Чем уже группа, тем дешевле реклама. Понятно, да? Но мы пока, повторюсь, ничего, собственно говоря, не пишем. Смотрите, интересы. Интересы. Когда мы сидим в ВКонтакте, мы с вами переходим на какие-то сайты из ВКонтакта, по ссылкам. Мы с вами смотрим какое-то видео, состоим в каких-то группах. Согласны, да? Социальная сеть это статистически анализирует и на основании этого предлагает нам здесь указать группу интересов. Она вот все это посчитает и скажет нам, сколько человек интересуется. Нельзя. Почему? Потому что, смотрите, здесь в списке запросы типовые, то есть это некое статистическое, ну, упрощение, да, сведение по множеству. Давайте посмотрим. Автомода, безопасность, бизнес, дом, семья. Давайте посмотрим, кто. Смотрите, это очень интересно. Это очень интересно. Человек может про себя в анкете написать всякое. Например, что он рэпер. Но судя по тому, что он состоит в группах лечения от радикулита, например, да, вот, и выпекания пирожков, становится понятно, ну, то есть статистически, что, возможно, его интерес, он немножко другой. А так, ну, рэпер, что здесь. Да. Так вот, смотрите, мы видим, например, что в Коме, кроме Сыктывкара, мужчин от 20 до 30 лет, дом и семья – это 1500 человек. Заметьте, переход в такого домовитого мужчины, он будет стоить где-то от 40 до 42 рублей. То есть на сайте, на наш. Да. Давайте посмотрим, что у нас женщины. 12 000 человек. Можно поиграть там, ну, возрастать, да, например. Не в этом задача. Смотрите, мы можем показывать рекламу только тем, кто состоит в нужных нам группах. Например, мы знаем, что у нас есть некое сообщество. ВКонтакте какие-то группы, путешественники, туристы. И нам интересно показать рекламу им, а заодно посчитать, сколько их вообще. Мы можем здесь просто указать группы. И вот факт принадлежности к группе, это будет, собственно говоря,
одним из признаков отбора целевой аудитории. Понятно? Да. Отлично. Мы можем указать, что нам нужен человек, ну, люди, которые вот в этих группах состоят, а вот в тех не состоят. То есть таким образом будут выбраны только те, кто при прочих равных, то есть возраст, пол, интересы, те, которые состоят в одной группе, но там не состоят в другой. Например, можно ввести название приложений сайта, ну, например, игр, в которые люди играют в ВКонтакте. Например, только те, кто играет в фирму. Эти мужчины, которые любят домашнее хозяйство, играют в фирму. А сколько? Смотрите. Значит, понятна логика, да? Смотрите, чуть поднимаемся наверх. В городах и регионах мы сказали Коми, Сыктывкар, но мы можем, да, вот изначально, выбрать другой вариант интерфейса. Указать на карте место. Указать точку на карте. И показать, например, регулярно бывает в этом месте, работает или живет. Таким образом, например, мы могли бы, если бы решили это делать, показывать рекламу о мероприятиях в помещении библиотеки только тем, кто регулярно рядом с библиотекой бывает, например, после окончания рабочего времени, ходит мимо. Причем, понятное дело, что, например, в Сыктывкаре, да, вот, где мы с вами собрались, наверное, это вопрос, в общем, не такой актуальный, как, например, в Санкт-Петербурге, потому что доехать с Ржева, например, в центр города, это вообще такой квест, то есть это долго, и туда ехать вот просто так сложно, а показать рекламу о мероприятии людям, которые идут на метро, они придут на метро, там, пойдут домой через 1,5 часа, зато сколько удовольствия, выставка красивая, вход бесплатный. Я пример. Так. То есть мы можем просто указывать здесь точки, вот смотрите. То есть, наверное, можно. Сейчас я попытаюсь. Нет, что мы можем. А? В смысле? Как это отслеживает контакт? Нет, смотрите, во-первых, если вы помните анкету контакта, страничку, мы там, значит, что-то пишем, да, потом некоторые смотрят с мобильных устройств контакт, да, вот. То есть, коллеги, обратите внимание, контакт, он же ничего не говорит, кто этот человек, он просто говорит, ты знаешь, ты вот скажи, какое место, а я им всем там покажу. То есть он же, а ты там не переживай, все так и будет. Между прочим, в контекстной рекламе, в поисковых системах, Google он предоставляет примерно такую же возможность географического таргетирования. То есть ты берешь карту, тыкаешь на ней точку, говоришь, там в километре вокруг. И, соответственно, мы показываем рекламу только тем, кто попал вот в это. Ясно, да? Спускаемся обратно, дом и семья, целевая аудитория отсутствует. Ну, 2600 человек, мужчина от 20 до 30 лет, убирают категорию интересов 100 тысяч человек. Обратите внимание, я не указал, хотя мог бы, сейчас мы выясним, как это лучше было узнать, в каких группах люди должны состоять. Смотрите, вот очень интересная галочка. Я даже подниму. Путешественники. Это чего такое, коллеги? Сейчас мы посмотрим, сколько из нашей целевой аудитории, мужчин 30 лет, в Коми, хоть раз выходили в контакт с зарубежных IP-адресов. То есть кто был за рубежами Отечества.
Знаете, всегда очень мило работать по целевой аудитории, которая вся в интересах написала путешествия, дайвинг, красивые фотографии разместила. Мы рады, у нас прекрасная выставка про, не знаю, про Кусто, например, да. А мы ставим галочку «Путешественники» и видим из 100 тысяч всего 7 тысяч человек. То есть это люди, которые физически выходили в контакт. Ну, коллеги, что, сменим гендерную принадлежность даже? 5400, коллеги. То есть мужчины в этом возрасте все-таки несколько чаще выходят в контакт. То есть на самом деле это просто вот, ну, техническая вещь. Да? Если ты, находясь где-то за рубежами Отечества, залез в контакт на свою страницу, то ты, соответственно, подпадаешь под этот фильтр. Здорово, правда? Такая незамутненная радость просто. Вот, кроме того, что мы еще многое знаем, еще очень интересно, правда? Обратите внимание, образование и работа. Мы можем, например, показать рекламу только тем, у кого есть высшее образование. Мы с вами можем, например, показать рекламу и посчитать их только тем, кто... Так, вот смотрите, очень мило. Вот цена 50 тысяч человек, поскольку мы максимально, насколько могли, сузили, обратите внимание, цена перехода 7 рублей 89 копеек. То есть было 40. То есть за посетителя мужчина. Так, сейчас что-то здесь прилипло у меня. Сертификат. Мужчина. 61 года. Высшее образование. Ну, коллеги, давайте мы какой-нибудь вуз. Ну, например. Вот Институт управления международных связей, сертификат. Ну, предлагайте. Вот это. Значит, мы видим, что мужчин с высшим образованием 750 человек. Да? Мы можем указать год выпуска с до. Например, показать рекламу, персональное приглашение на выставку только выпускникам конкретного вуза. Да? Например, мы можем в теории, да, показать рекламу тем, кто уехал, например, в Питер, но уроженцы сертификата. Да, вот у нас там мероприятие, приглашают, примите участие хотя бы виртуально, не надо приезжать. Да? Мы можем понять, сколько их. Исходя из этого, понимать, стоит ли вообще там овчинку выделать, да, сколько человек. Вплоть до выпускников, до факультета. И смотрите, вот наш разговор, он таким странным образом, да, вот, ну, в определенном смысле странно, развивается. То есть, с одной стороны, мы смотрим технические возможности, и они как бы вот немножко удивляют, но не применительно к конкретной работе. А потом мы говорим, а вот смотрите, вот это можно использовать так. И я так понимаю, что говорит, действительно, это же может сработать. Это же здорово. То есть мало того, что мы цифры понимаем,
мы еще понимаем, как работать с этой аудиторией. И это только начало. Значит, меня интересуют все выпускники КРАКСУ, значит, этих возрастов, мужчины с высшим образованием, которые занимают должность директор по развитию. Коллеги, не один из 750 человек. Значит, коллеги, я, что называется, можете меня процитировать, я тут общался довольно давно, несколько лет назад, с одним очень солидным мужчиной, который, вот он военный, но его жизнь привела в библиотечное дело, отставник. И я ему пытался, не то что объяснить это очевидно, а как бы было интересно, вот такой товарищ, с чувством юмора, да, звезд у него немного на плечах, но зато большая. Вот, и вот, я ему долго пытался объяснять, например, в чем разница между классификационными индексами и предметными рубриками. Я вот сказал, что классификационный индекс это как система залпового огня, да, то есть ты отработал по квадрату, есть процент поражения, но, скорее всего, ты что-то пропустишь, да, то есть это позволяет вот отчертить квадрат. Предметные рубрики, они это снайпер, да, он так хлопнул себя по лбу, мужчина, видно, что теперь понятно, сказал он. Вот, то есть шутку, конечно. Я к чему? Вот это, вот все эти инструменты, они не персональные, доставки сообщений, да, то есть они работают по аудитории, по группе. То есть кто-то не указал, а кто-то не зарегистрировался. И мы их пропустим. То есть мы имеем, естественно, но для того, чтобы персонально сообщить человеку, например, о том, что мы устраиваем мероприятие, и мы его приглашаем, для этого есть другие инструменты, и мы ими все владеем прекрасно, правда? Да? Здесь-то как раз задача в том, чтобы отловить тех, до кого нам не набраться по рукопашному, да, как мы привыкли. Отслеживая, это какие-то, может быть, известные люди в крае, да, где-то достигшие чего-то, с ними понятно, то есть там они на виду, на слуху, с ними можно работать. Да. Вот. А вот массово, то есть здесь нет стопроцентного попадания, всегда какой-то зазор, всегда есть, к сожалению. У нас с вами еще несколько минут, а после перерыва мы перейдем к самому интересному. Если вы думаете, что это было самое интересное, вы так больше не думаете. Смотрите, директоров по развитию нет, а, коллеги, как вам кажется, вот эти милые люди, они, их 83 тысячи человек, они кем работают? Так, чтобы, они про это еще дописали. Может быть, там, хорошо. Да. 400 человек. То есть, понимаете, да, мы с вами можем в идеале вообще, мы можем делать совершенно чудовищные вещи. Мы, например, можем посмотреть, вы только не подумайте, что я вот в этом советы даю, да, рекомендации. Представьте, мы можем взять выпускников 2, 3, 4-летней давности вуза, посмотреть, чему их учили, понять, в чем они сейчас могут нуждаться, показать рекламу, пригласить на мероприятие презентация новой литературы. Причем безошибочно, вот я бы сказал, хирургически точно, понять все проблемы, с которыми они сталкиваются по работе. Понятно логика, да? $400 человек, 39 рублей. Можно посчитать, сколько будет стоить рекламная кампания. Что нужно знать менеджеру? И вообще 400 человек это для рекламы реально дорого. То есть это слишком большое, они же слишком разные, у них возраст разный. Видите, я поставил до 61 года. Если мы с вами поставим до, например,
190 человек, то есть их уже меньше. Давайте факультетами поиграем, давайте выйдем на количество там, 100 человек. Да? То есть можно играть аудиториями и, смотрите, вот 200 человек 40 рублей, кто 200 на 40 может умножить без калькулятора? Коллеги в аудитории, да? То есть, смотрите, мы имеем с вами чудовищный рекламный бюджет 800. На 200. 40 умножаем на 200. 80. То есть это, на самом деле, да, вот мы привыкли к тому, что, наверное, большие суммы, но 8 тысяч это тоже большая сумма. То есть нам не нужна вот такая реклама, которая будет стоить столько. Заметьте, не все клики. То есть не каждый же клик, да. Но мы можем постараться оптимизировать, играя настройками, до той суммы, которая нас с вами устроит. Даже если мы хотим дать эту рекламу. Собственно, вот. Ну, мы, собственно говоря, немножко стерли, да, вот эту компанию, которую мы делали. Получилась она у нас по Санкт-Петербургу. Это, ну, то, что я создавал вот до вас, да, просто показать. Значит, это женщины от 30 до 50 лет с любым образованием, которые занимают следующие должности. Итого мы видим, что в Питере таких 940 человек с высшим образованием. Видите, они все с высшим образованием. Должности. Ну вот с этим мы с вами поиграли, да, обратили внимание, понятно, для чего это можно использовать, ясно. Теперь, смотрите, очень интересная возможность, обещание. В маркетинге существует такое понятие, как, ну, в интернет-маркетинге, существует такое понятие, как ретаргетинг. Что это такое? Это когда клиент, посетитель, продолжает получать сообщения информационные или рекламные, просто проявив к какому-то вопросу интерес. В идеале эта схема работает следующим образом. Человек просто зашел на страницу мероприятия на вашем сайте. Дальше этот человек, он просто зашел, он не регистрировался, просто зашел. А дальше этот человек начинает в социальной сети получать, видеть рекламу, где говорится, что ну, мы вас приглашаем, вы нам интересны, ну, например, да, приглашаем принять участие. В коммерческих структурах все, конечно, происходит гораздо злобнее, в том смысле, что ты посмотрел, например, тот же самый чайник или утюг, а за тобой потом эта реклама ходит по следу, да, и говорит, вот там, а вы вот забыли, а вот вы все-таки купите. И вот здесь есть очень интересная возможность, которая позволяет реализовать это, то есть ретаргетинг. Значит, смотрите, аудитория ретаргетинга, создатель. По сути дела, что это такое? Мы с вами даем контакту указания показывать рекламу только тем, кто у нас находится в списке. Вот человек, например, ВКонтакте, да, он же имеет айдишник. То есть вот. Аудитория ретаргетинга — это перечень тех конкретных людей, тех конкретных страниц, которым надо показывать рекламу. Как, откуда ее можно взять, эту аудиторию? Первый вариант — это вот технология контакта рекламная, которая называется единый пиксель. Ну или пиксель, кому удобнее, куда ставить ударение. Создатель.
создают. Сейчас, коллеги, я подробно поясню, что происходит. Например, я создаю единый пиксель для библиотеки, для Национальной библиотеки Республики Коми. Сайт, тематика. Вот здесь, конечно, интересно. Культура и искусство. Может быть, предположим. Да, может быть, наука и техника. Не важно. Смотрите. Сталкивались, нет, коллеги? Смотрите, нам контакт задает скрипт, кусок кода. Мы его копируем. Нет, я ничего не смогу сделать, я не администратор. А администратор сайта может в режиме администрирования вставить этот код, ну вот куда-нибудь, где видите, где статистика вставлена, ну вот сюда. В режиме администрирования. После этого, очень интересно, у нас с вами что происходит? У нас с вами вот здесь вот начинает в аудитории под названием «Копия» копиться списки людей, которые посетители, пользователи контакта, их ID, которые пришли на сайт Республики Коми. Обратите внимание, я могу этот пиксель настроить таким образом, что аудитории из разных разделов сайта и даже из разных страниц, они будут разными. То есть я смогу, например, отлавливать аудиторию, которая посещала страницу библиографических указателей, отдельно от той аудитории, которая посещала страницу массовых мероприятий. Понятно, да? При этом, заметьте, и этой аудитории совершенно не обязательно регистрироваться на сайте, они просто пришли. Вот при наличии такого пикселя вы бы поймали меня, вот этот аккаунт, да, как зашедшего на сайт. Понятна логика, да? Коллеги, какие-то возможности открывают. Например, это открывает возможность заниматься, сейчас странную вещь скажу, рекомендательной библиографией. Человек, который, нет, правда смешно, человек, который пришел на одну страницу вашего указателя, может получать рекламу о том, что по этой тематике есть еще литература, вы можете ее предложить. И вы четко знаете, что этот человек, он был вот на этой страничке, можете предложить ему посетить следующий. Человек, который заинтересовался этой тематикой мероприятия, может в дальнейшем получать персонифицированные сообщения о других мероприятиях этой тематики. Понятна логика, да? Дальше вариант, смотрите. Название аудитории. Сыктывкар. Я прошу прощения. Я опять же упрощаю ситуацию, просто чтобы продемонстрировать. Получить с помощью пикселя. Вот наш пиксельчик. Меня интересуют все посетители сайта. Это значит, любой, кто пришел на любую страницу сайта,
попадать в список аудитории для последующего показа их рекламы. А могу выбрать пользователей, посещавшие определенные страницы сайта за последние 3 дня, то есть горячая аудитория, и включить людей в аудиторию, которые приходили на страницу, адрес, который содержит, ну, например, какой-то элемент. Например, название библиографического указателя. То есть вот таким образом достаточно просто, ну, я имею в виду визуально просто, мы с вами можем доносить сообщения с помощью рекламного механизма до самых разных пользователей, которые были, заметьте, у нас не в социальной сети, а на нашем сайте, при этом либо за 3 дня, либо за последние 7 дней, либо за все время. За все время имеется в виду с установки рекламного пикселя. Потому что до этого контакт ничего не знали, кто из пользователей контакта ходил на ваш сайт. Понятная логика, да? Соответственно, вот эти правила можно добавлять разнообразные. Ну, скажем, у вас ваш сайт, есть раздел читателя. И вот видите, доменная, ну, адрес страницы раздела, он содержит, видите, вот, читателя. Соответственно, все материалы, которые здесь хранятся в меню читателя, видимо, в адресе имеют вот этот элемент. Ну, логично же, да? Соответственно, вот здесь я скажу, мне нужны читатели, которые за последние там, 5, 10, 3 дня были на сайте, адрес страницы, который содержит вот этот элемент читателя. То есть, по сути дела, я буду отлавливать всех, кто был в этом разделе. Понятно, да? Значит, вот такие технологии, они на самом деле дают очень интересные возможности, которые, если подумать и вспомнить, ну, например, учебники, по которым нас всех учили, мы читали, они ничем от традиционных не отличаются. Это последовательное информирование, помните, была такая тема избирательное распространение информации, система ИРИ. Да. Только тогда говорилось, что это, в общем, довольно сложно и тяжело делать. Ну, избирательно распространять информацию, поэтому это для кого? Ну, для руководителей, для каких-то ответственных людей, для профессуры. Потому что это все делалось вручную. Сейчас мы можем налаживать информирование и мониторить интересы практически в рукопашную, заметьте, через социальные сети. Безусловно, эти мероприятия, они, ну, будут у нас при подходе к конечным, да, наверное, прошу прощения, они, наверное, будут требовать, ну, какого-то бюджета, да, то есть как-то бюджетироваться. Здесь надо, конечно, оценивать, ну, вот, эффективность, там, привлечем ли мы аудиторию, будет ли равнодушно, да, будет она равнодушна, там, еще что-то. Но механизм мы видим. И он на самом деле очень гибкий, да. Но это еще не все. Хотя куда больше. Смотрите, есть еще одна возможность показывать рекламу в социальной сети, в нашем случае ВКонтакте, таргетированно. Это вот получить с помощью пикселя, понятие, да, механизм? На сайте кусок кода, посетитель сайта проявил интерес, ему показывается реклама в социальной сети, хотя он сайта давно ушел. Но мы можем загрузить базу данных ретаргетинга из файла. Что это значит на практике? У вас есть текстовой файл, предположим, текстовой документ. И там списком вот, например, в такой форме. Просто списком.
указаны адреса страничек ВКонтакте тех людей, которым мы хотим показывать рекламу. Она может быть вот полная, а может быть просто циферки. Что характерно, база данных ретаргетинга, она может включать не только айтишники, то есть адреса личных страниц, но она может включать еще mail-адреса пользователей, которые регистрировались в ВКонтакте, и номера телефона. То есть, предположим, если у нас с вами существует некая база данных, ну, например, участников мероприятия, они заполнили анкету, и там есть раздел адрес мейла, и этот мейл они используют не специально для вас, а вот этот их личный мейл, они там его зафиксировали в ВКонтакте, то мы по списку мейл-адресов можем показать рекламу просто участникам конкурса из своей какой-то базы мероприятий. Понятно логика, да? Что не отрицает возможности собирать базы данных, списки вот этих вот ID ВКонтакте. Это так и называется, базы данных ретаргетинга. Помните, когда-то давным-давно, когда деревья были большие, вот, в интернете приходил спам, купите базу данных рассылки, помните? Просто даже в частные, да, вот базу данных рассылки, там, миллионы клиентов, да не важно, что я никому ничего не продаю, все равно приходит. Да. Это база данных для рассылки почтовых сообщений. Здесь на самом деле тот же самый список, кому показывать рекламу ВКонтакте. Соответственно, существуют разные возможности эту вот базу данных получить. Чисто теоретически можно залезть в контакт, посмотреть, например, в какой группе я состою. Ну, вот, например, Дзержинский район, дворы детства, 3900 участников. Ну, это центр Петербурга, да, вот я такой видел. Фотки видите какие-то, это я вот, наверное. Мы можем посмотреть, кто участники. Мы можем открывать айдишники, копировать и вставлять в текстовой файл. Но 4000, вы же понимаете, да, это безумие. А если меня интересуют, например, только пользователи, которые состоят в 3 группах или в 4 одновременно, то есть активно, а может быть, меня интересуют только те пользователи, которые активно себя ведут в группах и обсуждениях. Например, часто осуществляют репост. Или, например, часто нажимают кнопочку «Нравится», да, лайкают. Или, например, часто комментируют. Здесь, конечно, получается довольно сложно. Согласны, да? То есть вручную осуществлять такую работу, конечно, совершенно безумно. А самое главное, не очень понятно, как в удобной форме, в визуальной, выбрать хотя бы группы, которые нам интересны. Первая идея – это взять участников групп, человек же сам в группу вступает, да? Значит, проявляет свой интерес. Теоретически можно поискать группы вот здесь, например, с названием, ну, коми, СТК, да, то есть поработать как-то с этим. Но иногда группа может быть тематически нам близкой, то есть там аудитория, которую мы бы хотели, ну, задействовать, да. Но называется она может быть странно, так как нам не предположить. И необходимо воспользоваться какими-то дополнительными сервисами сторонними для того, чтобы, соответственно, хотя бы группы нужные найти. Вот у нас есть один сервисочек, как мы с вами договаривались, у нас обсуждение. Инструментальное.
источники сайтик, которые позволяют оценивать такие группы. Ну вот смотрите, мы с вами, это отображение групп ВКонтакте, да? То есть мы с вами увидели, какие группы ВКонтакте существуют в названии или описании которых есть слово Сыктывкар. Мы можем посмотреть, какая самая наполненная группа. Сыктывкар про город Новости. Мы можем для группы, значит, сколько подписчиков? 100 тысяч. А вот есть такое сообщество, да, вот подслушано Сыктывкар. А есть вот активный день в Сыктывкаре. Это вот группа доставки пиццы. Что нам это дает? Нам это дает понимание аудитории. Интересно, что здесь мы сразу видим, это и в других местах можно посмотреть, и в самом ВКонтакте, просто здесь это визуально. Да? Мы видим, например, что есть группа, у которой подписчиков, то есть формально в нее вступили 50 тысяч человек. Да? Но при этом мы видим, что охват этой группы всего 15 тысяч человек, а посетителей всего 4900. В чем разница? Я вступил в группу, охват – это значит, я согласился получать новости группы на свою страницу. А посетители – это я за новостями прихожу в группу. И всегда очень забавно смотреть, например, группы, в которых огромный охват, 100 тысяч человек, например, да, но, то есть огромное количество подписчиков, но охват там 5% от количества, да, и, соответственно, значительно меньше. Мы можем, соответственно, кликнуть, перейти в группу, посмотреть, как все это выглядит, понять, сколько здесь состоит человек, и принять решение, нужны нам посетители, подписчики этой группы или нет. Понятно. Коллеги, вы живы вообще? Что-то у меня такое ощущение, что я... Да, Коллеги, я понимаю, что все это нестерпимо скучно слушать. Вы представьте, насколько весело про это рассказывать. Вы поймете, что вам гораздо больше повезло, чем мне, потому что... Как это я всегда, как еще сам со студенческих времен, я всегда как говорил, профессионала видно сразу, потому что он приходит. Треугольник, жесткая фигура, да? Студенты последних курсов себя вспоминают. Все равно, минимальные усилия. А преподаватель все равно, руками машет, куда ему деваться, бедолагица. Вот, поэтому, коллеги, если, например, что-то непонятно или наоборот очевидно, а я вот продолжаю ломиться в открытую дверь, вы не стесняйтесь, вы, пожалуйста, это уясните, это нормально, чтобы это было, вот, предельно эффективно. То есть, смотрите, получается, что мы с вами, в принципе, можем отлавливать посетителей нашего сайта и переводить работу с ними практически в пространство социальной сети. Да. И вот здесь тоже очень, очень многослойный вопрос, потому что вот то, о чем мы говорим, оно ведь по большому счету никак не связано, объективно, никак не связано с работой по обеспечению присутствия в социальных сетях. То есть ты можешь вести там группу, комментировать что-то, отвечать, да. Это работа, это, собственно говоря, SMM, да, менеджмент социальными коммуникациями, нормальная работа, да. Но мы можем видеть, как вот еще такой инструмент работы.
как правило, возможности, они дополняются какими-то внешними сервисами. Существуют, например, специальные внешние сервисы, они иногда бесплатные, иногда платные, больше бесплатных, для сбора баз данных редакторов. Они, например, позволяют выбрать всех участников нескольких групп, которые лайкнули не меньше 5 раз. Ну, к примеру, да, за неделю какие-то посты, то есть активно. Показать рекламу только им. То есть там масса интересных возможностей. Да. Вот это вот то, что касается на примере контакта. Мы все время говорим, но в случае я пытаюсь, вот сегодня, да, хотя я понимаю, что вроде, наверное, много информации, да, вот сразу комплексно. Идея в чем? Идея в том, что наше интернет-присутствие, оно комплексное. То есть мы анализируем запросы, исходя из анализа запросов, уточняем, как нам надо работать в соцсетях. Мониторим соцсети и понимаем, как нам лучше представить эту информацию на сайте. Смотрим, кто посещает наш сайт, пытаемся им показывать рекламу на других платформах, например, да, или просто анализируем аудиторию. То есть вот все эти возможности мы на самом деле, можем и должны учитывать. То есть, как правило, сейчас, вот на данном этапе, не очень правильный подход, когда мы вот сосредоточились, например, на сайте. Мы работаем только с ним. Почему? Потому что от соединения разных средств, разных платформ, там, соцсети, сайт, может быть, там попытки порекламировать что-то, да, вот как-то участвовать в этом, достигается эффект в совокупности значительно больше, чем когда мы замыкаемся только на одном канале. При этом заметьте, да, вот когда я захожу на свою страницу, мне показывается реклама, обратите внимание, меня же вот ловят. Я вам показываю инструменты SEO. Смотрите, да, меня же не просто так стали показывать вот в эту рекламу. Понятно, да, что происходит, коллеги? То есть мы с вами, я зашел на сайт, на котором можно зарегистрироваться в каталогах, вот смотрите, мне уже все поймали мой интерес. Что характерно, они могут не знать, кто я. Но мой интерес они поймали. Сейчас я поступлю злобно. Рублей 60 мы с них списали. 120. 180. Это только первые 2 пункта, как принято говорить. Да. То есть, смотрите, на самом деле, это работает. Смотрите, статистика сообществ ВКонтакте. Видите, я зашел на сайт. Да, вот на это. Все, мне уже предлагают статистику сообществ ВКонтакте. И если вы посмотрите, вот существует очень интересный, с моей точки зрения, очень правильный термин «рутинное поведение». Идея заключается в том, что мы вот живем, мы с кем-то переписываемся, да? В этот момент происходит перехватывание нашего интереса, и в рамках вот нашего рутинного поведения на таком же рутинном уровне предлагают решение наших рутинных же вот потребностей. То есть здесь же нет ничего ни плохого, ни хорошего, да? Зафиксирован интерес, показана реклама. И если начинаешь размышлять,
А вот хорошо или плохо, что человек, система, то есть, например, ВКонтакте, да, система не смогла, или наоборот, смогла зафиксировать его интерес к библиографической информации, там, к сбору поиску информации, там, интерес к краеведению, да. Будет ли показана реклама? То есть понятно, что она может зацепить вот этот интерес. А зацепит ли она? То есть занимается ли этим кто-то? Понятен вопрос, да? Вот здесь тоже есть очень интересные сервисы. Сейчас я, с вашего позволения, немножко покажу. Например, есть такая штука. Совершенно непривычная у меня клавиатура, и я традиционно попадаю не в те клавиши. Вот, смотрите. Вот, например, если мы сейчас вколотим сюда запрос, ну, например, я в качестве примера, мы увидим, кто сейчас ВКонтакте, вот сейчас в реальном времени показывает рекламу, посвященную окнам ПВХ. Одну секунду. Видите, мы в режиме реального времени все это проверяем. Сейчас, может быть, все и найдем. Давайте пока выищем бедолаг. Вернемся в Яндекс. Значит, ну, понятно. Сейчас, одну секунду, попробую еще. На самом деле, вот мы с вами так плавно перетекли в соцсети, посмотрели, как там можно ловить, показывать рекламу, да? Но точно так же мы можем показывать рекламу и в поисковике. Вот ровно точно так же. Только если в социальной сети реклама, она таргетированная, то есть мы выясняем, кому ее показывать, анализируя возраст, образование, должность, что заканчивал, да, то в социальной сети она вроде как нам с вами, ну, не в социальной сети, в поисковике, она более близкая. Это контекстная реклама. Здесь вот очень интересно именно психологически. То есть мы с вами пытаемся поймать, не работает, чуть попозже вернемся. Мы с вами пытаемся понять, вот, целевую аудиторию не через то, какая она, а через то, что она спрашивает. Мне рассказывали душераздирающую историю, когда ребята, занимающиеся парапланерным спортом, пытались привлечь каких-то клиентов для занятий парапланеризмом. Да? И сначала они отловили всех экстремалов, кто прыгает там, скачет на велосипедах с переворотами, их казалось очень немного. А потом они стали думать, а что же могут искать люди, которые не знают, что им захочется заняться парапланеризмом. Что они ищут?
что им интересно, как они формулируют запрос. Да? Вот. И на самом деле мы с вами сейчас посмотрим, собственно, как в плане и записано, что мы можем сделать уже не в социальной сети с точки зрения рекламы, а что мы можем сделать в поисковой системе, как там это выглядит. Сталкивались, коллеги? Вот, ну, по-всякому, да. Значит, смотрите, идея-то в чем? Вот мы с вами долго-долго подбирали слова, подобрали. И, например, поняли, у нас мероприятие, но нам, к сожалению, это мероприятие продвинуть за счет планомерной работы не получится. Почему? Потому что через неделю мероприятия не успеваем. У нас стоит много. Бывает. Это не штатная ситуация, но она бывает. Поэтому наша задача понять, сколько будет стоить эта плата, сколько мы человек получим, и как максимально сжать бюджет, максимально его оптимизировать. Начинаем с чего? Как ни странно, не с создания рекламной кампании, потому что рекламная кампания создастся таким образом, чтобы захватить как можно больше людей и, естественно, занять как можно больше бюджета. Да? А с прогноза бюджета. Сколько будет стоить? Опять же, таким образом мы можем как минимум понять, сколько нам сэкономила правильная организация интернет-сайта за счет того, что он просто находится. И чего нам будет стоить, чисто формально, исправить последствия неправильной работы. То есть сколько мы потеряем клиентов, сколько они вообще по этим запросам стоили. Да, вот, надо же как-то оценить. Давайте попытаемся. Значит, регион уточнить. Коми. Прошу прощения. Республика Коми. Отмечаем галочки. Окей. Выберите параметры расчета. Значит, сколько будет стоить показывать рекламу в месяц? И сюда пишем запросы. На строчку по запросу. Да. Куда пойти учиться? Обратите внимание, нам тут же поисковик подсказывает. Это он, помните, вот мы читали статистику запросов, это он выбирает из двух таблиц, которые мы находили. Но нам здесь его подсказки не нужны. Мы говорим, посчитать. И мы, например, понимаем, что если мы с вами разместим объявление по запросу, куда пойти учиться, вот я, с вашего позволения, сейчас буду дублировать. Куда пойти учиться? Значит, смотрите, вот по рекламе в поисковике, условно, где можно показывать рекламу? Можно показывать наверху результатов поиска. Видите, маркировано. Здесь может быть несколько, ну 3, обычно 3 позиции рекламы. Это, вот этот блок называется спецразмещение. Спецразмещение бывает позиции. Первое спецразмещение, второе спецразмещение, третья ситуация вход в спецразмещение. То есть на каком-то месте, может быть на последнем. Да. И бывают гарантированные показы. Вот они внизу, видите, маркированы реклама, реклама, реклама. Это гарантированные показы. Можно заказать первое место в гарантированных показах, то есть первое место в рекламе на главной странице и вообще вход в гарантированные показы. Так. Смотрим, сколько это будет стоить. Вход в гарант показы будет стоить
10 рублей 40 копеек в месяц по запросу, куда пойти учиться. Его увидят 160 человек, кликнут по нему 4. Не ужасает, да, бюджет? Первое место в гарантированных показах, это будет стоить 15 рублей. Заметьте, коллеги, 50% больше. При этом кликнут те же 4 человека, судя по прогнозу Яндекса. А показов будет, собственно говоря, все равно там, чуть побольше, да. В смысле, чуть побольше человек перелистает. Если мы с вами замахнемся на первое спецразмещение, то есть в результатах поиска мы будем не над результатами поиска, вот здесь, да, это нам будет стоить 248 рублей. И получим мы 23 посетителя. Здесь нужно очень четко понимать следующее обстоятельство. Смотрите, любая реклама, вот я извиняюсь за занудство, коллеги, такой дурацкий вопрос, наверное, для библиографов, даже с классическим библиотечным образованием, вы же с литературой работаете. Скажите, пожалуйста, чем реклама отличается от связи с общественностью? Интуитивно примерно понятно, чем. А на самом деле отличие очень простое. Обычным студентам тогда про это говорят. Реклама, у нее единственный критерий эффективности. Реклама всегда продает. Значит ли это, что не может быть не продающей рекламы? Может. Но это значит, мы не продаем, а, например, приглашаем на мероприятие. Понятно логика, да? То есть любая реклама, она направлена не на продвижение, а на достижение какой-то конкретной цели. Например, я рекламирую свое мероприятие, чтобы на мое мероприятие зарегистрировать. Да. То есть продвигать таким образом сайт немножко нелогично. А привлекать, например, участников мероприятия, если у нас есть бюджет, если он понятен и приемлем, вполне можно. Значит, смотрите, мы получим 23 человека, стоить это будет без НДС 240 рублей, плюс НДС, соответственно, стоимость привлечения участника у нас будет какая? Чуть поболее 10 рублей, 60, формально говоря. Приемлемо это или нет? В каких-то ситуациях это приемлемо, в каких-то нет. Вот такой правильный ответ, очень выверенный. Я объясню почему. Потому что ведь другие мероприятия по привлечению посетителей, по привлечению участников мероприятий, вообще, строго говоря, они же тоже не бесплатные. Это же тоже определенная трудоемкость, правильно? И мы можем оценивать эффективность в теории. Теперь, смотрите, мы с вами посчитали бюджет. Иногда мы можем, например, понять, что сказать, вот мы сейчас считаем, куда пойти учиться. А скажите, нам ведь, наверное, разные люди интересны. Мы сказали Республика Коми, но, скорее всего, нам для жителей, например, Сыктывкара нужно предлагать что-то одно, для жителей других городов что-то другое. В плане информационную страницу, это разные страницы на сайте. Давайте мы с вами по Сыктывкару этот запрос на первом месте, на спецразмещении будет стоить 127 рублей. Да. То есть, анализируя запросы, оценивая трудоемкость, мы в общем случае можем понять, что какие-то запросы из нашего семантического ядра сайта, они должны
обрабатываться в рамках поисковой оптимизации SEO. То есть мы пишем сайт, контент, подсчитываем частоту, да. Но какие-то вещи, наверное, чисто теоретически, мы с вами можем перевести вот на такие чисто рекламные рельсы, особенно если бюджеты невысокие, такая возможность существует. Да. Значит, с этим ясно, да, коллеги? В последнее время распространились да, и, конечно, вот эти подсчеты мы с вами можем экспортировать в Excel файл и использовать потом для планирования работ, расчетов, отчетов и прочего. Так. В настройках рекламной кампании у нас просто не очень много времени, да, все по возможности показать. В настройках рекламной кампании в поисковике есть даже возможность указать, что вы, например, готовы платить за переход только тогда, когда посетитель сделал нужное вам действие. Например, нажал на кнопку регистрации. Скажем, вы регистрируете на мероприятии, вы даете рекламную кампанию. Согласны платить только в том случае за клик, если пользователь зарегистрировался, то есть заполнил анкету. Такие возможности тоже есть. Я просто вот про все это в том числе мы зачем, да, говорим, обсуждаем. В том числе и для того, чтобы было понятно, что вот есть некая информационная среда, и есть вот такие вот каналы доставки до пользователя сообщений, вообще, в принципе, не только у библиотеки. Вот это, вот это, вот это, вот это. Да. С моей точки зрения, это лично моя точка зрения, игнорируя большинство каналов доставки, то есть не отсматривая, не мониторя, не участвуя, не трогая, мы просто придем к тому, что в интернет-среде нас будет не видно. Просто не видно вот совсем, и все. А так хорошие, правильные, молодцы, нет вопросов. И здесь как раз, вот обратите внимание, очень интересный момент появляется. Дело в том, что сейчас, вот если вы там, ищете что-то в интернете, может быть, там есть хобби, да, или как-то вот связано с этим, информационных сайтов, которые могли бы найтись поисковиками именно за счет оптимизации, с течением времени, а может я и ошибаюсь, но мне кажется, с течением времени становится все меньше и меньше. То есть вот таких информационно наполненных. То есть сейчас все лучше и лучше работают какие схемы? Например, я устраиваю мероприятие. Я делаю одну страничку, покупаю рекламу, которая приводит в поисковике ВКонтакте на это мероприятие. Люди на мероприятие регистрируются, я рекламную кампанию останавливаю, сайт там удаляю, выключаю, забрасываю его, не принципиально. То есть сам по себе он информационные нагрузки не несет. Да. Вот тут у меня один знакомый, он довольно злобно сказал, что с его точки зрения в интернете тренд, он ведет к тому, что книжка ужимается до своего формуляра. Сермяжная правда в этом есть, да, то есть информационные ресурсы, огромные сайты, они превращаются именно в коммуникационные инструменты. И у нас с вами есть огромное преимущество, потому что мы не хошь, а ужаться до вот этого просто не сможем, потому что мы ведем работу, мы генерируем информационные продукты, и мы все равно их размещаем в интернете, так или иначе. Поэтому надо просто делать это более правильно и более эффективно. То есть речь не о том, чтобы начать делать что-то, что мы все не делаем. Речь о том, чтобы делать это более эффективно, если угодно. Да. Вот. На самом деле, вот в качестве примера, вы позволите, может быть, это не совсем связано, это такая краеведческая тема, хотя на первый взгляд и не скажешь.
Вот, например, мы выбираем регион, я подумал, на чем это показать, Санкт-Петербург. Это чтобы был понятен разброс. Пишем. Простите. Эвакуатор. Это вот не когда ты неправильно припарковался, тебя утащили, а когда ты там колесо проколол или там что-то стукнул, и тебе надо вот, не уехать из страны. Вы сейчас удивитесь. Правда. Коллеги, обратите внимание, разместить запрос, рекламное объявление по этому запросу на первом месте стоит вот столько. 500 000 в месяц. Почему? Потому что запрос высококонкурентный. Коллеги, легкий тест краеведов. Нужно свежее решение. На первый взгляд совершенно не краеведческий вопрос. Согласны? Да. Что нам, на самом деле это очень смешно, потому что переход вот по этой рекламной ссылке, он, вот если видите, что несчастный работодатель как раз 500 рублей, а эвакуировать машину в Питере стоит 1500. То есть 2 человека кликнули впустую, ну не позвонили, не заказали, и в общем можно уже не начинать работу. Да? Стоит задача, смотрите, несколько задач. Первое. Мне нужно показывать рекламу, вот эту вот рекламу, с географической привязкой. Чтобы я мог, например, показывать рекламу человеку, который только тем, которые находятся, ну, например, в одном районе города. А Яндекс этого не позволяет. Он говорит, только Питер. Предлагайте. Что можно сделать? Играем запросами. Понятна задача, да? На самом деле, вот это, чем интересно, эта штука ничем практически не отличается от процесса составления, например, предметного указателя. Просто играем запросы. Смотрите, мне нужно оптимизировать рекламу так, чтобы она стала дешевле, раз. И 2, чтобы она была очень адресная. Чтобы я, например, понимал, что мне нужно показывать рекламу только рядом с тем местом, где сейчас стоит мой эвакуатор. Это не библиотечная задача, не краеведческая, но решение ее абсолютно краеведческое. Смотрите, начинаем развлекаться. То есть, я так понимаю, не будет свежих мыслей под конец рабочего дня, да? Вот, ну, давайте. Район выборов. Смотрите. Он, смотрите, подсказывает вообще потрясающие вещи, правда? Гонки мотоцикл, да, вообще кран, манипулятор. Это я так, для разрядки. Эвакуатор московский. Московский проспект, имеется. Так, что мы имеем? Эвакуатор Московский проспект. Вот видите, он уже стоит не 500 000, а 3000 рублей. И мы видим, что эвакуатор Московский, вот 156 человек кликнуло. Да? Давайте мы, например, исправим, уточним фразу, где исправим. Ага, смотрите. Эвакуатор, московский эвакуатор. То есть сюда в запрос попали еще эвакуаторы Москвы, города Москвы, да? Это нам не нужно. Давайте мы изменим. Эвакуатор Московский район.
Да, сейчас я, наверное, орфографически ошибаюсь. Да, сейчас. Это я орфографически ошибся. Смотрите. Вот. Чуть подешевле, да? А давайте мы, например, посмотрим следующим образом. А что будет, если мы с вами возьмем вот где-нибудь список улиц Санкт-Петербурга? Вот просто улиц. Загрузим сюда в качестве запросов. Каждому запросу пришпилим слово и букву. Примерно следующее. Рублей. 2 клика. То есть, смотрите, Яндекс говорит, что, скорее всего, на улице Бухарестской, она длинная, 10 километров, ну, на юге города, застряло 7 человек, во всяком случае, 7 человек искало. Значит, 2 человека заказало. Человек обошелся там в 14 рублей. Да. То есть, смотрите, и мы, например, смогли бы включать рекламную кампанию по улицам, то есть запрос такой показывать в зависимости от того, какая улица или улицы, входящие в район города, нам интересны. Понятно будет, да? То есть у нас всегда есть возможность запрос оптимизировать. Такими запросами можно накрыть весь огромный город. Это требует определенного склада ума, библиографу. Это на самом деле, мне кажется, самое правильное. То есть это вообще работа с запросами, работа с интересом. Это то, чем мы занимаемся. Просто традиционно в печатной форме. В форме носителей. То есть масса интересных вещей. Смотрите, это же вообще огромное сужение. Да, целевой аудитории. То есть алгоритм примерно такой. Вот это мы, насколько я понимаю, постепенно движемся к финалу. Да. Вот, то есть как-то резюмируя. Значит, смотрите. Первое. У нас есть не разные направления работы, а разные источники трафика, посетителей. У каждого есть своя специфика, но разделять их неправильно. Это как мне кажется, вывод номер раз. Вывод номер два. Работать только с одним источником трафика, игнорируя и не учитывая все остальные, неправильно не потому, что так в книжках написано, а неправильно потому, что не получается эффективной работы. При этом отговорки, по сути дела, отговорки здесь не очень работают. Например, то есть мы можем сказать, да, у нас есть сайт, и мы работаем в социальных сетях. То есть у нас есть группа, мы там представляем, что все работает прекрасно. Так можно говорить, и формально мы совершенно правы. Но при этом, например, мы понимаем, что если мы не мониторим запросы пользователей, то мы развиваем сайт не под их запросы, а под свое представление о том, что пользователям надо. Если мы только пишем в социальных сетях, но не мониторим интерес, то опять же мы работаем однобоко. То есть каждая из частей, как в классическом справочно-библиографическом аппарате, дополняет и поддерживает все другие элементы. То есть нет абсолютно автономии. Понятно, да? Вот, это еще один вывод. Вывод следующий. Если мы
четко понимаем, что нам нужно делать для каждого из источников трафика, то есть последовательно, как правило, мы начинаем искать инструменты. Потому что тему диджитал маркетинга, цифрового продвижения в цифровой среде, на первый взгляд, она, на наш с вами первый взгляд, она касается коммерческой сферы. На самом деле это не так. И даже не потому, что технологии применимы к нам, и к ним, и вот инструменты, это здорово, этим можно пользоваться. На самом деле проблема заключается в том, что, как правило, все методы коммерческих структур, они очень короткоходовые, они не могут себе позволить работать стратегически. То есть он сделал, он продал, вопрос закрыт. Да? То есть что будет в следующем году, зачем это нужно? Да. Дальше. Мы с вами понимаем, что мы можем решать не только тактические, но и стратегические вопросы, потому что чем больше мы оптимизируем сайт, мониторим запросы, мониторим информационное окружение, отзывы, тем меньше ошибок мы совершаем, тем большую базу решений конкретных мы накапливаем. Это вот еще один вывод, да. Вывод следующий, который, как мне кажется, можно было бы сделать, он с чем связан? Он связан с тем, что, как правило, вот всю эту деятельность, ее можно измерить, то есть она считается, при этом очень интересно, она считается в объеме работ, то есть сколько страниц, какая уникальность там, какая частота. Но самое интересное, что она считается и в плане эффективности постановки задачи. То есть если мы прекрасно много работы сделали, но она не привела к росту посещаемости, потому что мы, например, ошиблись с запросом и использовали любимый нами, но не популярный запрос, это тоже видно. Посещаемость не выросла. Можно усложнить немножко ситуацию и сказать, например, что если мы с вами сделали немножко другую ошибку и выбрали запросы высокочастотные, то есть ищут их часто, но вот у интернет-маркетологов это называется запрос продающий. То есть, смотрите, можно искать, например, книгу, а можно, вот такой запрос, да, например, вот там, не знаю, там, роман Булгакова. Да. Это запрос, он непонятно какой, может быть информационный, может быть человек хочет про него что-то прочитать, ну, статью в энциклопедии, да. Если запрос будет сформулирован, где взять роман Булгакова срочно сегодня, понятно, что в самом запросе есть определенное желание сделать действие, да. Мы смотрели пример, да, с металлочерепицей. То есть просто металлочерепица, что его интересует? Я прошу прощения. А вот купить металл, это понятно, он купить хочет. А купить с доставкой, так это он совсем-совсем хочет. Да? И здесь очень интересно, мы с вами можем выбрать высококонкурентный информационный запрос. Это просто приведет посетителей на сайт. А можем выбрать вот этот мотивирующий, да, где мотивация важна. То есть я бы сказал, не продающий, да, а запросы, показывающие мотивацию пользователя. И тогда, например, на сайте посетителей будет меньше, а зарегистрировано на мероприятие будет больше. То есть даже на уровне постановки задачи можно видеть, когда было правильно сделано, неправильно. А трудоемкость может быть одна и та же. Написали 100 страниц, оптимизировали 50 тысяч знаков на каждую группу страниц, то есть объем работы тот же, а результат не тот. Почему? Стратегически неправильно поступили.
Вот. То есть это все оценивается. И это на самом деле, ну, с одной стороны, конечно, хорошо. А с другой стороны, ну, для каких-то конкретных исполнителей, может быть, и не очень хорошо, потому что как-то у нас есть прекрасная возможность сказать, я так устал, много делал, такая большая работа проведена, а почему не сработало, я не знаю. Вот здесь мы с вами, но самое интересное, что мы и сами можем сделать так, чтобы сработало. Это вот еще один вывод. На самом деле, напрашивается еще один вывод. Это соотношение дизайна и контента. Вот обратите внимание, коллеги, мы с вами довольно долго сегодня и со многими из вас вчера, да, на более общении, мы с вами обсуждали вопрос продвижения, привлечения посетителей. Коллеги, мы же почти не говорили про дизайн. Почему? Тут есть несколько ответов. Ответ первый, вот такой, знаете, такой вот, как шашка из плеча. Дизайн не важен. Это не совсем момент. На самом деле это не совсем корректный ответ. То есть дизайн не важен, кроме случаев, когда. Но в принципе, если мы с вами посмотрим тенденции, например, вот когда появилась сама концепция Web 2.0, и в журнале Компьютера, соответственно, ее опубликовали, ну, перепечатав импортную, но с очень небольшим отрывом, это был, по-моему, 2002 год, там идея была какая? Контент — это дорого. То есть давайте попробуем дать пользователям платформу, а контент они набьют сами. Ну, то есть вот в результате социальные сети. Ну, они сами все напишут. Давайте дадим им возможность общаться, они то любят. Да? Вот, ну, я предельно утрирую. И вот этот подход, он породил специфические требования к дизайну. То есть там минимум вычурности, какие-то вот там кнопки, да, заметные, то есть требования к верстке, требования к адаптивности дизайна, то есть чтобы на маленьком экране все это отражалось, да. То есть дизайн не важен не в том смысле, что не важно, какой он будет. К нему есть требования, они совершенно четкие и достаточно жесткие. Потому что если мы, например, выясняем, что уже сейчас на сайте, просто смотрим статистику, треть посетителей приходят с мобильных телефонов, а сайт, например, не умеет масштабироваться под экран мобильного телефона, то мы понимаем, что требуется решение. То есть вот оно вот прям требуется. При этом, что самое смешное, дизайн сайта, адаптированного под мобильное устройство, визуально на компьютере может быть выглядеть точно так же, как вот какой он и был. Ну, там, с минимальными отличиями, там, шапочка будет другая, потому что картинка не умеет масштабироваться, примерно, да. То есть требования к дизайну есть. Нельзя говорить, что дизайн не важен. Дизайн, верстка, решение важны на самом деле, да. Дизайн не важен в том смысле, что он не помогает привлечь сам по себе, он не помогает удержать, он не помогает монетизировать. Но есть ситуации, когда дизайн на самом деле важен, когда мы говорим о представительских, например, вещах. Когда мы говорим о необходимости визуального оформления, да, вот это важно в этих вопросах. Но на самом деле, вот сейчас, если вы, скажем, в том же Гугле, да, в Википедии посмотрите, вот, что такое Web 3.0. Да, вот, ну, сталкивались, нет, коллеги, это я так на дорожке практически. Идея в чем? Смотрите.
Вот те сайты, к которым мы с вами привыкли и которые мы часто делаем, да, и там пополняем до сих пор, это сайты вот, ну, как бы первого поколения. Да? Речь не про дизайн, не про программирование, хотя ну, тут тоже видно, да? Речь про подход. Как мы размещаем на нем информацию, что там, значит, соответственно, видят люди, и, ну вот, классический сайт библиотеки, классический, то есть новомодных штучек, классический сайт компании, крупной компании, да. Собственно, это сайты, вот, так, Web 1.0. Web 2.0 – это концепция социализации, то есть личный кабинет, возможность подтянуть дизайн под себя, например, вот видите, ВКонтакте, вы не давали рекламу, у вас и пункта меню нет рекламы. Да? А я вот под себя настроила, мне тут нужна кнопочка, а тут не нужна, ну вот как ВКонтакте. Вот тут я сам пишу, я имею возможность там рассылать друзьям сообщения. Ну, я предельно утрирую, да. К чему это привело, прошу прощения. К чему это приводит? К тому, что возникают вопросы, связанные, например, с достоверностью информации. Все пишут, ну, этого никто не редактирует, правда же, да? Контакт. Зашел, написал, ну, что хочу, то и написал. Это может регулироваться законодательно, это, наверное, правильно. Но проблема в том, что вообще размывается сам критерий достоверности информации. Вот я с огромным удовольствием прочитал, что Google, он вот совсем недавно заявил о том, что он в результатах поисковой выдачи вводит технологию проверки фактов. Факт-чек. Вот сейчас посмотрим. Вот, обратите внимание, да. В основном это импортная информация, ну вот новость. Вот, обратите внимание. Факт-чек в пробном режиме в нескольких странах, результаты поиска. Вот, в новостной поисковый сервис, механизм, который будет показывать, насколько можно верить информации. То есть в результатах выдачи, вот там, где как бы реклама написана, да, и там есть механизм, который позволит людям сообщать о том, достоверно, недостоверно. То есть мы с вами в начале новой эпохи, да, а новая эпоха, она век 3.0. Профессиональные сообщества, интернет-ресурсы по интересам, объединение профессионалов с высокой степенью достоверности и проработанности предоставляемой информации. То есть, коллеги, мы с вами, на самом деле, это такой новый призыв, что ли, да, как ни странно, похоже, находимся в начале этапа, когда вот наши профессиональные знания понадобятся узко в среде интернет-продвижения. То есть проработка, ссылка на источники, да, многократная перепроверка, то есть сами подходы к информации. То есть, ну, видимо, миру, видимо, информационной среде нужно было вот проходить такие этапы. Веб 1.0, Веб 2.0, как бы высокому профессионализму. То есть это, ну, один из взглядов, но термин Веб 3.0 существует. То есть Google действительно, вот видите, обратите внимание на дату новости. Вот, то есть этим на самом деле интересно заниматься, это интересно читать. И поверьте, это интересно использовать на практике. Интересно, потому что результативно. Вот, коллеги, я несколько минут, собственно говоря, оставил на то, чтобы вот сейчас перед аудиторией ответить на вопросы, может быть, они у вас какие-то возникли, а то ведь окажется, что
Зря тут крыльями махал с утра, с 9:00. Вот, на самом деле, мне было приятно с вами встретиться, потому что хорошая аудитория – это большая редкость. На самом деле, вот, поверьте, аудитория хорошая, заинтересованная, я рад вас увидеть. Вот, но если есть какие-то вопросы, я действительно готов на них ответить. Да. Как вы считаете, вот библиотеки, вот эти направления деятельности, должен заниматься какой-то определенный отдел? Вы слышали про библиотеку, что они максимально приближены к задаче. Или все-таки это может заниматься там любой специалист? Вопрос понятен, вопрос интересный. Дело в том, что это один в один калька вопросов, вот один в один, вот просто один в один, которые, прошу прощения, которые задают, например, коммерческие организации, даже крупные. Они тоже сейчас изо всех сил решают вопрос, какая структура вот, в организации должна этим заниматься. Есть совершенно разные точки зрения. Да? Например, средняя температура по больнице для коммерческих организаций, то есть они говорят, что этим должны заниматься маркетологи. И даже есть вот такое направление специальности digital marketing, ну, то есть маркетинг в цифровой среде, да, то есть как бы специализация. Но вот этот вывод, его не надо экстраполировать на библиотечную деятельность ровно потому, что маркетолог в коммерческой организации и маркетолог в библиотеке, они называются одинаково, но функции у них немножко все-таки разные, да? Потому как маркетолог изучает рынок, формирует там, стесняюсь сказать, спрос, да? Потому что все остальные делают шарикоподшипники на производстве, да, и им некогда изучать рынок, формировать спрос, они делают вот. В библиотеках, как мне кажется, ситуация иная. Почему? Потому что мы, занимаясь основной профессиональной деятельностью, да, собственно говоря, и формируем этот самый спрос. И в частности в процессе работы должны изучать, например, потребности пользователя. И здесь мне вот кажется немножко странным, почему никто не отрицает, например, что библиограф должен, причем, вот я помню, меня учили даже при персональной работе библиографическое интервью. А как бы с ним поговорить, да как бы вот вы, правда же, да, коллеги, не дадите соврать, как персонально работающий человек, вот читатель, который пришел с запросом, как вы спросите? Записать, да. Вот. Потом внезапно оказалось, что техника библиографического интервью очень похожа на технику допроса. Я так восхитился. Вот. То есть я так восхитился от умений, да, которые меня вложили. Когда. Вот, отвечая вот на конкретный вопрос, на самом деле вот понимание четкого, да, сейчас на самом деле нет. Видимо, в библиотеках, поскольку вот так массово вроде все начинают этим, всем интересно, да, то есть все вот туда двинулись, видимо, это как-то уложится в процессе работы. Что хочу сказать? Что, например, прежде чем спланировать, деятельность, да, как-то оптимизировать репертуар изданий, ничто не мешает со своего компьютера забраться, посмотреть запросы, да, то есть такими-то вещами можно пользоваться в процессе своей вот производственной работы. Мне кажется, что вот этот вопрос нам еще с вами предстоит. Коммерческие люди не решили до сих пор, вроде вот маркетологи, но все равно ругаются, что самое интересное, не спихивают с себя, а говорят, а что это вы, давайте мы будем. То есть вот это тоже очень странно в коммерческой среде. Когда, например, маркетинг, продажи и производство говорит, момент, говорит, продажи, вы сейчас вот нам приведете, скажете, это мы все продали. Так не пойдет, говорит, мы этим будем заниматься. То есть это вот та сфера, которую еще не спихивают друг на себя,
каждый, да, друг на друга оттягивали себя. В библиотеках вы можете только вначале учить. Может быть, да, может быть вариант рабочей группы. Но здесь еще, видите, связано с конкретной структурой конкретной библиотеки. На самом деле, да, вот как сложилось. Но однозначно, как мне кажется, этим не должны заниматься только, ну, вот, айтишники. То есть вот это, хотя им вроде, ну, это, ну, как ближе, да, там, опыт может быть какой-то. Только они, вот, наверное, этим должны заниматься и библиографы, и организаторы, видимо, да, потому что это инструмент. Вот. Я попытался ответить. Еще вопросы, коллеги? Да. Таргетированная реклама, она для крупных библиотек, это теория или уже практика, то есть применяется в библиотеке? Ну, вот смотрите, на самом деле, реклама применяется, ну, если говорить не только про библиотеки, да, про учреждения культуры, да, реклама применяется и музеями, в том числе, и библиотеками. Вот, сказать конкретно про нашу библиотеку, да, я не могу, к сожалению, просто потому, что в этой части, ну, это как бы не совсем моя работа, да, это скорее привлечение к каким-то массовым мероприятиям, еще к чему-то, да. Вот. А в принципе применяют довольно широко, и вы можете взять любой сервис, ну, хотя бы который мы постарались посмотреть, и посмотреть, вот, привлекают ли музеи, то есть, да, с этим надо как-то работать. Я вам больше скажу, учебные заведения применяют таргетированную рекламу для того, вы посмеетесь, чтобы, например, привлечь потенциальных студентов и их родителей на день открытых дверей. К примеру. Нам показывалась реклама по колледжу как раз после того, как... Да. То есть это совершенно нормальная, как бы, ситуация, да. Ну, с точки зрения именно подачи информации. Вот. Еще вопросы, коллеги?